Аниме начинается с того, что некая сущность рассказывает о существовании сферы, способной принимать форму всего, что ее окружает, которая была выброшена в мир, где она оставалась полностью инертной, превращенной в скалу, пока времена года приходили и уходили, пока однажды после долгого перерыва она не исчезла. Время приняло форму умирающего волка, который подошел и вступил с ней в контакт, обретя сознание и залечив ее раны, чтобы впоследствии бесцельно бродить, переживая жизнь в новом теле. Ниже мы встречаем Прота, молодого человека по имени Фудзи, жителя ледяной пустоши, которого мы видим, как он взволнованно приветствует своего друга, волка, которого он не мог видеть в течение 2 месяцев. Поздоровавшись с ним, он ведет его в свой дом и готовит ему что-нибудь очень вкусное поесть. Оказавшись внутри Эль-Лоба, который раньше был вышеупомянутой сферой, впервые испытывает удовольствие от тепла, еды и ароматов, которые испытываются благодаря этому мальчику, который явно неизвестно. На следующее утро вы оба отправляетесь гулять и собирать хворост, и именно тогда мы узнаем, что остальные жители этой заброшенной деревни уже давно уехали, отправившись на поиски лучшего места для жизни в надежде выбраться из этой замерзшей могилы. Нам, в свою очередь, стало известно, что у Проты была возможность уйти вместе с ними, но во время попытки он был остановлен своим волком, поэтому его родственники приказывают ему остаться, чтобы он присматривать за старшими, обещая, что как только они явно прибудут на место, он вернется. В то, что они называли раем, они вернутся с подарками для себя. После этого мальчик говорит, что, к сожалению, его бабушка и другие родственники не смогли выжить, поэтому единственный выживший в деревне – это он. В этот момент внезапно веревки, привязанные к хижине, которые использовались для ловли рыбы, начали быстро дергаться, так что мальчик остался в живых. Взволнованный мальчик бежит туда в надежде найти кого-нибудь внутри. Как только он приходит, он замечает, что площадка совершенно пуста и что веревка сдвинулась с места из-за того, что на крючок попалась рыба. Так что новости не совсем плохие, так как теперь у них очень хороший источник пищи. После этого мы можем увидеть, как мальчик готовит рыбу для консервирования и немного поест вместе со своим пушистым другом, который, не имея опыта жизни в этом теле, потребовал, чтобы он Прота научил его как есть, чтобы он ясно понимал, что ему следует делать. После этого Прота раскрывает Джоан свое желание покинуть это место и познать мир вместе с ним. Дальше мы увидим, как мальчик готовится отправиться в путешествие вместе со своим питомцем. Убедившись, что у него есть все необходимое для дороги, мальчик и его волк решают покинуть свой дом в поисках рая, по пути пересекая замерзшие земли. Молодой человек замечает, что, по словам его дяди, чтобы добраться до места назначения, он должен двигаться на юг, пока не найдет Великую Землю. Гора и пересечение ее – факт, который мальчик подтверждает, как только обнаруживается знак, оставленный другими путешественниками, которые также направляются в то же место, что наполняет мальчика надеждой без особого счастья. После этого Эль-Прота и его спутник продвигаются вперед, днем пересекая холодные земли, а ночью разбивая лагерь, испытывая сильное желание и желание узнать, что ждет их в будущем. Ниже в определенный момент мы видим, как мальчик находит небольшое дерево, с которого он с радостью берет несколько веток, чтобы использовать их в качестве дров. Но именно там он внезапно замечает еще один знак, оставленный путешественниками, и он взволнован. Поэтому он решает поспешно подойти к нему, в результате чего лед ломается на ногах, и ему явно больно. Несмотря на то, что он мокрый и раненый, молодой Фудзи остается позитивным и в течение ночи, пока они разбивают лагерь, заботится о том, чтобы осмотреть его рану. Все это время волк только наблюдает за мальчиком и молчит. Затем он возобновил свое путешествие в течение следующих нескольких дней, борясь с погодными условиями и усталостью, делая все возможное, чтобы сохранять позитивный настрой и пытаясь убедить себя, что они не могут сдаться. Хотя они действительно знают, что никто никогда не возвращался из так называемого рая. В определенный момент молодой человек натыкается на знак, который был зачеркнут, и рядом с ним находятся остатки лагеря, которые кажутся могилами, подобными тем, что были в его деревне. Увидев это, молодой человек делает все возможное, чтобы увидеть во всем положительную сторону,
но на этот раз он падает на пол, заливаясь слезами, умоляя своего друга подтвердить ему, что им удалось добраться до места назначения. Но не получив ответа, Прата понимает, что он говорил просто все это время факт, который разрушает его эмоционально. Однако быстро отворачивается и извиняется перед Джоан за то, что он так ясно мыслил, поскольку Джоан сопровождала его все это время. Поэтому, обняв его, молодой человек решает, что хочет вернуться в свой дом. Позже мы увидим, как они оба отправятся обратно, достигнув деревни в довольно тяжелом состоянии из-за ранения Протона и нехватки еды. Чего я не знал, так это того, что вскоре эта рана станет несколько более проблематичной. Поскольку в определенный момент Прота становится жертвой, температура доходит до такой степени, что он не может стоять даже стоя. Поэтому мальчик принимает худшее и принимает свою судьбу, заставляя себя на последнем издыхании сесть на стул с целью, чтобы когда его найдут, его увидели не лежащим, а в предпочтительном месте. После этого отчаявшийся молодой человек просит своего друга никогда этого не забывать и начинает готовиться к смерти. Через несколько мгновений мальчик падает на землю. Увидев это, Юань подходит и пытается поднять его, но внезапно претерпевает трансформацию, в результате которой он принимает физическую форму Фуши, с которой впоследствии, используя свое новое тело, он покидает это место, снова оставив труп своего друга в кресле. Именно тогда мы можем наблюдать, как умерший молодой человек воссоединяется в загробной жизни со своими друзьями и семьей, в то время как Джоан отправляется на поиски новых стимулов и впечатлений, как того жаждал ее друг. Однако, не зная о потребностях своего нового тела, он не знал, что должен удовлетворять свои основные потребности и искать пропитание. Поэтому ему не потребовалось много времени, чтобы умереть. Но, учитывая природу этого существа, смерть не означала то же самое для других существ. Поэтому смерть не была для него чем-то особенным. По прошествии определенного периода времени он снова встает и продолжает свое путешествие, в результате чего несколько раз умирает. Но все быстрее и быстрее восстанавливается, пока ему не удастся достичь своей цели – выбраться из ледяной пустоши. Позже мы встречаемся с Мардж, маленькой девочкой из племени по имени Нинана, у которой есть желание стать взрослой и стать мамой. Мы заметили это, увидев, как она играет в семью вместе с Пароной, девочкой, которая заботилась о ней до приезда ее родителей. Вернувшись домой к своим родителям, маленькая Марч рассказывает родителям о своем желании повзрослеть, демонстрируя тем самым свое волнение. Впоследствии мы можем увидеть, как Парона отрабатывает свои навыки владения луком, оружием, с которым она не очень хорошо справляется. Но, несмотря на это, получает много удовольствия поддержка ваших коллег. После окончания его тренировки мы можем наблюдать, как он воссоединяется с Марч, услышав призывный звук. Поэтому он решает пойти с малышкой в лес, чтобы немного поиграть. Однако их задерживает девушка по имени Лежащая вместе с группой охранников, принадлежащих к стране под названием Яном, которые приказывают им присутствовать на собрании, которое было созвано. После этого мы узнали, что в этой деревне будет проведен ритуал благодарности, посвященный богу по имени Негума, в котором одна из принадлежащих ему девочек должна быть принесена в жертву в честь божества. Вот почему Парона пыталась убрать малышку с площадки, когда раздался звонок. Ниже мы можем увидеть, как члены деревни собираются вместе, а пожилая женщина берет на себя задачу выбрать девушку для жертвоприношения, которая, увидев Марча на пару секунд, решает, что это она. Позже мы видим, как малышку вместе с ее родителями приводят в комнату, где они плачут и обнимают свою дочь, потому что очевидно, что это будет последний раз, когда они ее увидят. Который не понимает, в чем дело, пока ситуация не будет объяснена Аяся, кто упоминает, что после того, как в деревне будет устроен пир, девушку отвезут на гору и оставят там, чтобы Анигуман, очевидно, убил ее. Очевидно, зная, что малышка Марч умрет, он наотрез отказывается, вплоть до того, что кричит и бьет девочку. Но весь этот скандал прекращает ее отец, который с большой болью в душе просит ее подчиниться и вести себя хорошо. По прошествии нескольких дней мы можем наблюдать, как Марч приносит еду, и мы замечаем, как за ней постоянно наблюдает Аяся, который в определенный момент раскрывает ей, что Марч не в себе, что даже если малышка попытается сбежать, они принесут в жертву на ее месте любую другую деревенскую девочку, что лишает Марчу возможности попытаться сбежать. На следующее утро группа охранников отправляется в путь вместе с девочкой, которые продвигаются вперед, в то время как она оставляет позади
среди печальных родственников и друзей. По пути туда Марта поздравляют с его хорошим поведением, заявляя, что после принесения жертвы она будет свободна быть тем, кем она хочет быть, добавив, что согласно легенде, после смерти она сможет наконец исполнить свое желание стать взрослой. Именно в этот момент малышка внезапно увидела возможность сбежать через овраг и не теряет ни секунды даром, так как раз в этот момент из-за деревьев вылетает еще одна выпущенная стрела и попадает в лежащего. Затем человек, одетый в тунику, подбежал к охранникам и сбил девушку с ног, давая малышке достаточно времени, чтобы сбежать и получить еще один шанс. Затем, поскользнувшись, она быстро падает во враг и приземляется на небольшой пруд, сбивая с толку своих врагов. Через несколько мгновений Марч встает и моет лицо, но внезапно замечает присутствие мутировавшего глаза, который, расстроив его, приводит к реанимации Прота, который находился рядом с ней, там мертвый. В конце концов, пока труп Проты возвращается в исходное состояние, охранникам удается найти малышку. Однако, как только они замечают присутствие этой полуразложившейся сущности, они в отчаянии убегают, оставляя позади девочку, которая, как и они, оказывается в полном ужасе, хотя и не может найти ее. Весь его страх исчезает, как только Прота возвращается к жизни, который просто встает и уходит, пока девушка преследует его. С другой стороны, мы видим Яси, который поймал человека в мантии, которым оказалась Парона, который намеревался освободить малышку и использовать поддельные кости, чтобы заставить всех поверить в то, что девочка явно умерла во время жертвоприношения. В этот момент двое испуганных охранников собираются с командой и предлагают им вернуться в деревню и выбрать другую жертву, заставляя ее там очень рассердиться и отправиться на поиски самой. Однако это прекращается, как только его товарищи упоминают о присутствии монстра. С другой стороны, мы видим, как Мардж стоит рядом с Протоном, пытаясь поговорить с ним, но не получая от него никакого ответа. Через некоторое время прогулки и попытки получить информацию, мальчик останавливается, потому что замечает присутствие грушевого дерева, поэтому Марч решает взять одну и подарить ему. Затем Прота ест грушу дико, как будто это животное, что впечатляет маленькую девочку, которая, увидев это, пытается научить его, как следует есть фрукты, неоднократно терпя неудачу. Однако, несмотря на то, что малышка расстроена, она не сдается и продолжает бросать фрукты в Прота, пытаясь заставить его заговорить. В определенный момент молодой человек удовлетворяется тем, что так много съел, и ложится спать. Поэтому малышка решает сопровождать его, чтобы спать рядом с ним. К сожалению, мы узнаем, что Мардж страдает от кошмара из-за всей этой ситуации, в котором она может видеть, как гигантское существо пожирает двух других маленькие девочки, которых не выбрали в жертву, чувствуют себя виноватыми в том, что сбежали. Поэтому, проснувшись, они решают уйти. На следующее утро Прота просыпается и следует за малышкой, которая снова кормит его и пытается объяснить ему, как использовать свои руки, чтобы держать еду. И хотя Прота по-прежнему не говорит и не понимает, что говорит ему девочка, она кажется довольна своей работой. Присутствие, поэтому он решает присвоить ему имя Имуэ из-за его бессмертия. С другой стороны, мы можем видеть, как Парона пытается сбежать от охранников, используя маленький нож, который он спрятал. Именно в этот момент внезапно гигантское существо, похожее на медведя, приближается к тому месту, где они явно находились, в результате чего охранники немедленно нападают на них, что оказывается бесполезным, поскольку, несмотря на то, что он был ранен. После нескольких удачных выстрелов монстру удается съесть одного из мужчин, в результате чего другой в отчаянии кричит, оставляя свою пленницу позади. После этого девушка отчаянно пытается вырваться на свободу, в то время как разъяренный зверь приближается к ней с намерением убить ее. Но как раз в тот момент, когда ее вот-вот ударит, ей удается сбежать и пустить стрелу в монстра, когда он явно отступает, сумев убежать от этого, но упав в пропасть после того, как ее загнала в угол ее Ида. К счастью, деревья под ней смягчили ее падение, и в итоге она приземлилась в том же пруду, что и Март. С другой стороны, мы можем видеть, как малышка и Прота были найдены Аяси и ее охранниками, поэтому девочка вынуждена попрощаться с мальчиком, дав ему последний фрукт и уходя с ним группа. В то же время мы можем видеть, как Парона отчаянно бежит в поисках Марч, пока в какой-то момент не натыкается на Эль Прота, который спрашивает, видел ли он указанную девушку. Но тот только смотрит на нее пару секунд, а затем продолжает свой путь. С другой стороны, мы видим, как Джазет приказывает Мардж съесть маленький желеобразный черный кубик в рамках приготовления.
Затем он спрашивает ее, кто был тем человеком, который сопровождал ее, когда ее нашли, но она отвечает, что это был просто путешественник, который был в пути. И услышав это, один из охранников отвечает но очень изменившимся, утверждая, что это был монстр, которого они видели, когда он ожил ранее. Как раз в этот момент внезапно появляется оставшийся в живых охранник, охранявший Парону, который подходит к своим товарищам, чтобы сообщить им о большом медведе, напавшем на нее. После этого, учитывая ситуацию там, решено, что они должны выбрать совершенно альтернативный маршрут. Как раз тогда нам становится ясно, что то, что дали Марше, на самом деле является снотворным, чтобы она могла оставаться спокойной во время поездки. Поэтому, как только ведро подействует, они начинают действовать. А затем, во время поездки, мы видим, как они готовят девушку к жертвоприношению, снова раскрашивая ей лицо. Прибыв к месту назначения, мы видим, как они собирают с каменного стола кости, оставшиеся от предыдущей жертвы, чтобы позже положить на него малышку и связать ей конечности, чтобы она не могла двигаться, когда она проснется. После этого, когда группа собирается уходить, они слышат громкий шум в лесу и останавливаются на несколько секунд. Затем они видят приближающегося большого гигантского медведя, который входит, разрушая часть стены, которая явно его окружает. Заметив его присутствие, упоминает, что это чудовище сам Онигума лично, но у него не так много времени, чтобы среагировать, так как в этот самый момент он останавливается, он бежит перед ней и пытается освободить девушку. Увидев это, охранники пытаются помешать ему, но их прерывает АСЭ, заявляя, что таким образом единобожники получат двойное приношение. С другой стороны, мы видим, как Парона отчаянно пытается освободить Марджа Теус, однако ее усилий было недостаточно, так как только зверь настигает ее, Марджа оказывается в ловушке. Этот наносит девушке сильный удар, отправляя ее в полет. Увидев это, Аяси и его охранники отступают, уверенные в том, что достигли своей цели, покидают это место и закрывают двери после выхода. В то же время мы можем видеть, как Прота пробирается внутрь помещения, но они не замечают его присутствия до тех пор, пока не закроют большие ворота. Так что он сразу же выходит на стену снаружи, чтобы наблюдать за происходящим. С другой стороны, мы видим, как Прота приближается прямо к монстру, который, не колеблясь ни секунды, сожрет его. А затем мы можем наблюдать, как Прота изо всех сил пытается разомкнуть пасть зверя и избежать его укуса, пока все наблюдают за ним, которому удается уйти от монстра выстрелом, но потеряв голову в процессе. Сразу после этого медведь наносит удар по изуродованному телу молодого человека, который пытался встать, давая ему возможность превратиться в волка и попытаться контратаковать монстра, сумев ранить его, но получив при этом сильный удар. Впоследствии, после тяжелой и долгой битвы, в которой Прота вынужден постоянно атаковать и регенерировать, монстру удается победить. После этого там освобождается малышка, которая уже проснулась, и предлагает ей и Пароне возможность умереть там и сопровождать их своему племени и жить рядом с ними, упомянув, что они будут вести себя так, как будто ритуал прошел успешно, и добавив, что они должны забрать всех присутствующих, включая медведя и волка. Услышав это, Параона явно соглашается. Спустя несколько мгновений после того, как она замечает присутствие волка, Мардж протягивает ему фрукт, чтобы он съел его, и тот пожирает его, не задумываясь. Чего никто не ожидал, так это того, что как только Прота закончит есть, он заговорит и поблагодарит волчицу. Маленькая. По дороге в Йоном мы видим, что Уна страдает от кошмара, в котором она рассказывает нам, что в прошлом она и ее сестра ходили в детский сад, чтобы поесть, быть выбранной в качестве кандидата в жертву. Поэтому он обманом заставил ее держаться подальше от деревни, увел ее в лес и спрятал в большом дупле дерева. Однако тогдашняя Парона вернулась в свою деревню спустя некоторое время после выбора жертвы, узнав, что ее сестра была выбрана для ритуала, но попыталась сбежать. И после того, как ее схватили, ее приняли. Именно тогда Парона просыпается, и на следующее утро она вместе с Марчами и Протой обнаруживает, что они путешествуют с шаманкой, которая выбрала девочку для ритуала. И задавшись вопросом, почему они оказались в том же вагоне, что и они, это показывает им, что она преступница, как и они. И он комментирует истинные намерения Яноми, которые просто стремятся захватить земли Нинаны, используя ритуал в качестве стратегии психологического контроля, чтобы доминировать над ними.
Узнав правду, Уна наполняется ненавистью и решимостью положить конец этому мерзкому ритуалу, поскольку невинные девушки умирают без всякой причины, о чем пожилая женщина упоминает. Что это будет нелегкая задача, поскольку деревенские старейшины и Нана очень старомодны, добавив, что невинные девочки умирают без какой-либо причины. Они никак не могут заставить их понять, что их бог Онигума мертв. Позже группа достигает небольшого озера, в котором путешественники могут искупаться. Именно там Прата был превращен в волка, и вода приблизилась, и, прикоснувшись к ней носом, он внезапно вспомнил Фудзи. Сразу после этого он снова принимает человеческий облик. Увидев это, Маркс очень обрадовался и упомянул, что скучал по нему, и обнял мальчиков. Затем он рассказывает всем, что Прата ведет себя как маленький мальчик, и что она решила стать его мамой. После этого Прата возобновляет свое путешествие, и через некоторое время они прибывают к месту назначения. Как только они выходят из своего вагона, он предлагает ей одежду и приветствует ее в своем новом доме Яном. Затем Прата и компания поражены разнообразием блюд и видом города и полностью благодарны Аясе, который вызвался заплатить за все, что они съели. После некоторого времени, проведенного за едой и исследованиями, маленький Марк замечает очень важную проблему – тот факт, что их больше нет со своими родителями, что явно ее очень огорчает, поэтому через некоторое время она решает попытаться отправить им письмо. Однако, не умея писать, даже если вы не знаете своего домашнего адреса, вам это очень усложняет задачу. Несмотря на это, малышка намеревалась послать довольно четкое сообщение о своем благополучии, используя отпечаток собственной руки на бумаге, который Парона обсуждала, чтобы попытаться отправить ее в другой раз. Затем он ведет Прата и остальных в ресторан, чтобы они могли поужинать, что приводит в восторг всех, кто никогда не пробовал такой еды. Через некоторое время после беседы и еды Марш и остальные падают в обморок, что свидетельствует о том, что им снова дали успокоительное. Затем мы можем наблюдать, как Прата просыпается в темнице, где мы видим перед собой Аяза, объясняющего ему ситуацию с его начальством, где он рассказывает им о том, как он был ранен. О том факте, что парень сам взял на себя задачу убить Инигуму, четко упомянув о его бессмертии, которое они решают проверить, приказав различным заключенным убить его в обмен на его свободу, из которых после нападения на него первый получил прямую контратаку, увидев, как парень восстанавливает все свои силы. Ран, который вдобавок использовал свою способность, чтобы создать своими руками копье, которым он ранил своего обидчика. Затем на Прата было совершено несколько нападений как со стороны охранников, так и со стороны других заключенных, в результате чего он превратился в волка и попытался сбежать в этот момент. Но затем его сбили с ног и снова схватили. После этого его вместе с Мардж отводят в камеру, где малышка забирает у него стрелу, в которую он был воткнут, и немного утешает его. Затем мы обнаруживаем, что Парона заперта прямо в камере наверху, потому что ей удается подслушать, как девушка просит передать ей стрелу и немного шерсти от Прата. После этого мы можем наблюдать, как они переносят тело Энигмы в соседнюю комнату, после чего Прата, как только встает, начинает рыть яму в полу, с помощью которой ему удается выбраться из камеры вместе с Мардж и добраться до того места, где они держат монстра. Как только они подойдут к этому, девушка замечает воткнутые в него стрелы, поэтому она сочувствует ему и пытается забрать их у него. Однако ничего не может сделать, кроме как забрать у него одну, так как в этот момент появляется он лежит рядом с двумя охранниками. Там мы узнаем, что по ее словам в ее команде нет ни одного человека, который мог бы присматривать за медведем. Поэтому, узнав о том, что Марч и Элпрота решают убить медведя, она говорит, что у нее нет ни одного человека, способного позаботиться о медведе, что они могут воспользоваться ими и заставить их следить за ними. После этого обоих возвращают в их камеру, где они комментируют произошедшее Пароне, которая удивлена тем, что слышит. И после этого мы узнаем, что у нее явно уже есть другой план, который она явно разрабатывает, чтобы в какой-то момент сбежать, в котором с помощью полиции. Пожилая женщина, которая сопровождала их в путешествии, уничтожит одного из охранников и выдаст себя за него, чтобы впоследствии освободить Мардж и окончательно назначить Энигму, взяв ее глаза и кожу в качестве доказательства своих действий и взяв их с собой до своей деревни, чтобы убедиться, что ей явно поверили и она может прекратить издевательство. Я выполняю ритуал, полностью преисполненной решимости покончить с этой ужасной традицией. С наступлением дня Парона и остальные готовятся к побегу. Некоторое время спустя мы видим, как раны Онигумы постепенно заживают,
и мы замечаем, как малышка Марч остается очень привязанной к нему со всем намерением исцелить его, проявляя большое сочувствие к существу, и мы можем сказать, что она очень привязана к Онигуме. Впоследствии, после эмоционального момента между ними, нам становится известно, что Онигума мертв и что он будет переведен на следующий день. Поэтому Парома приводит в действие свой план побега, вылезая из своего окна, вооруженный колом для передвижения и веревкой, которую он явно сплел из меха, который он собрал с дерева. Прота. Полная решимости достичь своей цели, девушка подходит к соседнему окну. Но по пути она поскользнулась и упала в пустоту, спасенная веревкой, которой удается удерживать ее вес всего пару секунд, прежде чем порваться. Однако этого достаточно, чтобы она набрала обороты и приземлилась на безопасном участке, приземлившись на какой-то склад, который, к сожалению, охранялся охранником, который, заметив ее присутствие, приближается и пытается воспользоваться ею. Несмотря на падение, Пароме удается ударить охранника и обнажить спрятанное у него оружие, швабру, которую он явно превратил в большой кол, с помощью которого ему удается уничтожить своего противника и завладеть его одеждой, чтобы впоследствии освободить своих друзей из их камер. После этого Парона приказывает пожилой женщине пройти через несколько канализационных люков рядом с Протой и малышкой, в то время как она берет на себя задачу разрезать и убрать часть тела Онигумы. Чего она не ожидала, так это того, что Марч поймет ее намерение и упрекнет ее в том, что она сделала что-то настолько жестокое. Поэтому она для хитрой пытается подкупить малышку, чтобы она ушла, обещанием подарить ей игрушку, факт, который очень злит малышку, которая не хочет, чтобы она уходила. Он отклоняет предложение, отправляя игрушку в полет одним махом. После этого девушка пытается убедить ее прислушаться к ней, комментируя, что большой медведь умер, чтобы спасти девочек Нинаны, но хитрая Марч показывает, что она не верит этим словам. Поэтому Парона вынуждена сказать ей, что она не понимает ее, почему она все еще девочка. Однако, увидев печальное лицо малышки, быстро отступает и через несколько секунд решает уйти с группой, оставив медведя позади, решив найти другой способ убедить жителей деревни в том, что ритуал не нужен. Ниже мы увидим, как Проте и компании удалось сбежать и захватить карету, с которой он явно уезжает по пути домой. Позже в пути группа терпит некоторые неудачи, такие как авария и небольшой пожар, оба из которых сопровождались присутствием полиции. Тюремные охранники вместе с Аяси, которые упорно их преследуют, нападают на них и требуют, чтобы они передали их Протасову, чтобы он пощадил их жизни. Очевидно, что группа отказывается, поэтому они явно вынуждены отражать атаки охранников, которые пытались сесть в движущуюся карету. К счастью, ты достаточно умен, чтобы справиться с этим. Однако ее таланта было недостаточно, чтобы защитить маленькую Марч, которая в определенный момент, намереваясь спасти свою подругу, получила удар прямо в ее тело, в результате чего Прота вспыхнул от ярости и выпрыгнул из кареты прямо на ходу к Аясе, которому удается прервать его атаку прямым ударом. Однако, как только он получает стрелу, он меняет форму, превращаясь в большого медведя и нанося смертельный удар своему врагу. В то же время мы можем видеть, как покровительница делает все возможное, чтобы спасти свою маленькую подругу, забирая ее в карету и перевязывая, чтобы сохранить ей жизнь. Пытаясь немного поиграть с ней, притворяясь, что ест еду, которую готовила девочка, заставляя малышку немного успокоиться. Однако этого недостаточно, чтобы спасти ее, так как девочка умирает через несколько секунд. После этого, уже смирившись, Парона выпрыгивает из движущейся кареты с малышкой на руках, резко приземляясь на землю. На пути к поиску Проты, который, используя свою новую трансформацию, пытается спасти ее, сея хаос в округе, сражаясь с охранниками и уничтожая все на своем пути. Затем, как только Парона находит его, он просит его остановиться, так как нет необходимости продолжать бой. Поэтому он останавливается и снова меняет свою человеческую форму. Затем мы видим, что девушка замечает присутствие Аязи, которая явно была тяжело ранена рядом с ее разбитой каретой. Поэтому она решает подойти к ней, подобрав с земли сломанный клинок, думая обо всем, что могло быть в жизни маленькой Марч, и явно погружаясь в себя. Печаль. В то же время мы можем видеть, как дух девушки оказывается свидетелем всего, что происходит, которая в замешательстве подходит к Пароне и замечает свое собственное тело в объятиях девушки, понимая, что она явно умерла, что делает ее безмерно опечаленной и заставляет ее явно плакать перед ней. После этого нам становится ясно, что истинное намерение Пароны, взявшей клинок,
состояла в том, чтобы лишить ее собственной жизни. Отметив, что у нее не было сил, необходимых для того, чтобы принять и жить в этой реальности, в результате чего дух маленькой девочки сошел с ума, пытаясь остановить ее, доходя до того, что побежала к Протоне, чтобы спасти ее, попросить его предотвратить смерть девушки. Затем, после нескольких секунд отчаяния, мальчик кладет свою руку поверх руки Пароны и отводит лезвие назад. Сразу после этого появляется группа охранников и нападает на них обоих, так что Прота снова превращается в Оникуму и забирает Парону с собой, сумев сбежать с площадки. Некоторое время спустя мы видим, что они оба благополучно добираются до своей деревни, где их встречают другие члены церкви, которые были удивлены, увидев Парону живой и явно в присутствии игумы. Сразу по прибытии девушка подходит к родителям Мардж и дает им письмо, которое она явно отправила им, чтобы сообщить, что с ней все в порядке. Однако правду не так легко скрыть, поэтому они оба точно понимают, что происходит, и благодарят девушку за все, что она сделала. Что он сделал для девушки, и раскаивается в своих поступках. После этого Прота снова обретает свою человеческую форму и подходит, чтобы утешить Парону, как вдруг член племени объявляет, что они обнаружили присутствие Дианом. Поэтому девушка немедленно приказывает Проте бежать, так как они наверняка придут за ним. Этот решает подчиниться и уйти, исчезнув в тумане. Впоследствии мы видим, что для одного он поднимается на сторожевую башню, чтобы наблюдать за своими врагами вместе с другими членами племени. Именно тогда он понимает, что там он все еще жив и собирается кого-то застрелить, поэтому он сам решает взять лук и напасть на нее прежде, чем она это сделает. Ей удается нанести сокрушительный удар по руке своей цели и явно помешать последней выполнить свою атаку, так что Проте удается убежать. После этого мы обнаружили, что Прота приобрел немного человеческого сознания после смерти Марча, а затем впитал его физическую форму, так что теперь у него появились новые способности. После своего побега Имо продолжал бродить по лесу, большую часть времени превращаясь в волка и время от времени превращаясь в человек, принявший облик Марча, чтобы лазить по деревьям и добывать еду, пока в определенный момент он не встретил старую женщину, которая явно была взволнована, увидев его. И хотя сначала она думала, что это был оригинальный марш, вскоре она понимает, что это Прота, и хотя она не понимала причины, по которой это не говорит, она предпочитает сопровождать его, прежде чем идти дальше одна, поэтому, поскольку пожилая женщина присоединяется к мальчику, чтобы бродить по лесу. Попытайтесь понять, что у молодого человека в голове, пытаясь понять причины, по которым он не выражает себя. Позже, после того, как она долгое время не ела и не пила воду, бедная женщина явно начинает бредить, доходя до того, что набрасывается на Прота, чтобы укусить его за ногу, в результате чего тот отступает и трансформируется, явно готовясь защищаться. Однако после этой небольшой встречи Прота в конечном итоге забирается на дерево, чтобы поесть. В конце концов, услышав жалобные стоны старухи, решает поделиться с ней некоторыми фруктами. Она благодарит его и продолжает свой путь. Позже, проходя мимо женщины, находит табличку с вырезанной на ней картой местности, поэтому она решает переписать ее на бумагу и использовать, чтобы вернуться к своей прежней жизни. Дом. Чего она не ожидала, так это того, что Прота проявит такой интерес к тому, чтобы посмотреть, как она пишет, который, переполненный любопытством, берет у нее карандаш и начинает рисовать, что приводит женщину в восторг. Кто решает научить его писать некоторые слова, такие как имена ее друзей и ее самой та же самая. Там мы узнали, что женщину зовут Пиаран и что она полна решимости научить мальчика жить по-человечески. Впоследствии мы можем наблюдать, как они оба продолжают свой путь, продвигаясь по лесу и явно пересекая природу. В то время как пожилая женщина постоянно бомбардирует мальчика информацией, обучая его разным словам, выражений, названия объектов. Со временем они прибудут в порт, где, очевидно, сядут на корабль, чтобы продолжить свой путь. Именно там мы можем отметить неоспоримый прогресс, достигнутый Протой, который показывает себя способным называть различные объекты и задавать вопросы. После того, как мы сели в лодку, пожилая женщина узнает немного больше о происхождении Прота, который своими словами может кратко и примитивно отвечать на вопросы, которые она задает. Вопросы, которые явно задают вам. В конце концов, они прибывают на берег, где возобновляют свой поход, направляясь к дому парня пожилой женщины, который утверждает, что может знать о происхождении Имо.
С наступлением темноты они решают переночевать в лесу, решение, которое неосознанно принесет им очень серьезные проблемы, так как они не знают, откуда взялась эта болезнь. Что пока они отдыхали, таинственное существо, обладающее способностями, управляет растениями. Заметило их присутствие и решило напасть на них, используя острый корень, чтобы пронзить и захватить тело Прота, которому удается сбежать, превратившись в волка. Только чтобы позже понять, что существо явно приняло форму Фуши после нападения. После этого из-под земли появляется таинственный человек и парализует Прота и старуху. Затем он находит время, чтобы объяснить ему, что та часть его духа, которую он явно получил от Фудзи, была вырвана из него, и что существо, созданное из корней, которые, очевидно, привели его к Фудзи. У него есть заложник, поэтому он предлагает Проту явно напасть на него и уничтожить, чтобы вернуть его. После этого человек снимает свое парализующее заклинание, и мы видим, что Има быстро набрасывается на существо, нанося ему сильный укус, который в конечном итоге не приносит особой пользы, поскольку существо сильно контратакует, используя свои корни, чтобы швырнуть Прота в дерево, а затем пронзить его ими. Именно так Гемно забирает дух, принадлежащий Йохану Волку, и сразу после этого, не оставив ему другого выбора, Прота решает превратиться в Онигуму. Затем он яростно бросается к существу, которое уже приняло форму волка, и после короткого обмена ударами и укусами ему удается обнажить ядро своего врага. Однако этого недостаточно, чтобы победить его, поскольку существо использовало свои способности, чтобы пронзить большого медведя своими корнями, поглощая его дух в процессе и заставляя Прота принять последнее преобразование – физическую форму Марча, поскольку она была единственной, которая у него осталась, с помощью которой он решает быстро сбежать, в то время как его враг превращается в Онигуму, лазая по деревьям и умело уклоняясь от смертоносных корней. Затем Прота поднимается, пока не достигнет точки, с которой ему удается увидеть обнаженное ядро своего врага, на которое он без колебаний решает броситься, приземляясь на него и используя свои руки, чтобы оторвать его от тела существа. Однако его соперник не сдается так легко, поскольку он использует свои способности, чтобы вытащить Прота из своего тела, а затем направляет его в дюжину острых корней, чтобы окончательно уничтожить его, оба из которых останавливаются в нескольких миллиметрах от удара. Как раз в тот момент, когда Прота падает, ему удается полностью вырвать ядро, заставляя его упасть на землю и восстановить сознание, приобретенное его духами. В конце концов она снова превращается в Фуши и, заметив присутствие таинственного человека, решает спросить его, кто он. Именно там мы узнаем, что это сам создатель Прота, который открывает ему, что его жизненная цель — сохранить целостность этого мира и защитить его от таких существ, как тот, кого вы только что победили. Однако, заметив, что Прота на самом деле не понимает, что он говорит, он решает уйти и дать ему больше времени. В конце концов, мальчик встречает пожилую женщину, которой он не может объяснить, что произошло. Позже они оба возобновляют свое путешествие, прибыв наконец к месту назначения. Затем мы встречаемся с Шином и Гогу, двумя братьями-рабочими, которые живут в сельской местности и мечтают улучшить свое материальное положение и жить в большом особняке. Мы видим, как оба мальчика усердно трудятся, чтобы достичь своей цели, где самый крупный работает фермером, а самый маленький продает еду в своем уличном киоске. В конце концов, после долгого рабочего дня мы видим, как маленький Гугу воссоединяется со своим братом в его скромном лагере, но приближаясь к нему, мы видим, что Гугу и его брат встречаются в его скромном лагере. Он замечает, что его явно сопровождает группа молодых людей, которые с подозрением снимают деньги, как только ребенок приближается. И по прибытии малыш начинает складывать свои выигрыши вместе с остальными своими сбережениями, понимая, что у него не хватает денег. Поэтому он решает спросить своего брата, знает ли он что-нибудь о ребенке, по поводу отсутствия денег. Однако этот доказывает, что ничего не знает о том, что произошло. Услышав это, расстраивает мальчика, который говорит ему, что это будет не первый раз, когда они теряют деньги, поэтому он просто пытался быть осторожным. Заметив его печаль, его брат Шин пытается утешить его и убеждает забыть об этом. После этого Гугу решает спрятать свою сберегательную кассу в разных местах и явно собирается поесть. Но как раз в этот момент перед ним появляется маленькая собачка, и он решает поделиться с ним своим булочкой. На следующий день, когда он работает на своем посту, он снова видит проходящую мимо собаку, и именно там он замечает, что у собаки есть ошейник, на котором написано ее имя Смир, что дает ему понять, что у щенка явно есть хозяин. Как раз в этот момент мы видим, как прибывает девушка, за которой обычно наблюдает Гугу,
которая, кажется, как раз ищет собаку. Поэтому мальчик подходит к ней и возвращает своего питомца, на что девушка отвечает, подарив Гугу одно из своих колец в знак уважения. «Благодарю вас за то, что вы четко заботились о своей собаке», добавив, что если бы я продал ее, мне больше не пришлось бы торговать овощами. Этот факт очень впечатляет парня не только из-за подарка, но и из-за того, что он явно, несомненно, нравится девушке. Поэтому он робко пытается спросить ее имя. Однако это было уже несколько далеко от него. После этого, уходя с работы, Гугу возвращается домой в поисках своего брата, намереваясь рассказать ему, что произошло. Но его иллюзия рушится, когда он обнаруживает, что тот ушел со всеми своими сбережениями, не оставив ничего, кроме прощального письма. После этого прошли дни, и мальчик продолжал жить своей обычной жизнью, работая как обычно, в то время как я думал, что делать с подаренным ему кольцом. Позже, во время минутного размышления, молодой человек видит, как проезжает фургон с грузом древесины, как вдруг одно из бревен упало на землю. Он освобождается, и в него стреляют. К счастью, мальчик не получил никаких повреждений, так как объект пролетел над ним и приземлился на землю. Затем мужчина, который явно управлял вагоном, решает обратиться за помощью, чтобы поднять его, поэтому оставляет мальчика присматривать за ним. После этого внезапно багажник начинает спускаться с холма, направляясь к девушке, которую Гугу встретил на рынке. Поэтому малыш решает подбежать к ней и вытолкнуть ее в безопасное место, чего она явно успешно добивается. Однако, к сожалению, мальчик в конечном итоге падает со скалы рядом с бревном, которое приземляется ему на голову и разбивает его. После этого тело мальчика находит старик, который, как известно, совершает темные и таинственные поступки, которому после спасения удается спасти его жизнь. Спустя некоторое время мальчик просыпается в доме этого человека, замечая его инородное тело и его полностью обезображенное лицо. Поэтому с этого момента он решает надеть маску, чтобы скрыть свое лицо. Сразу после этого нам становится известно, что старик – парень Пиарана, поскольку мы можем заметить, что его дом тот самый, в который Прота и пожилая женщина прибыли после своего путешествия, а 3 месяца спустя уже в настоящем. Пиаран представляет ему, старику и мальчику, те, кто очарован его присутствием и способностями. Сразу после этого он решает провести для нее экскурсию по объекту и немного рассказать ей свою историю. Затем он начинает объяснять ей, какой будет его жизнь в этом месте, чтобы она научила его работать и выполнять различные задачи. Пока это происходит, мальчик пытается узнать все об Иммо, понимая, что тот на самом деле многого не знает. Позже, с наступлением темноты, группа собирается поужинать и поболтать о Проте и его конкретном случае, в результате чего старейшины отпускают несколько шуток по поводу использования гимна для победы деньги, что приводит в ярость Гугу, который начинает кричать и упрекать их в том, какие они жадные. Некоторое время спустя мы видим, как мальчик разговаривает с Протоном, выражая свои чувства по поводу его жизни и будущего, комментируя, что он наконец получил то, чего всегда хотел – жить в большом доме и много есть. Но тем не менее он думал о том, что оставил свою предыдущую жизнь позади и чувствует, что его будущее уже определено. Несмотря на то, что он замечает, что Ину рядом с ним, дни наверняка стали менее однообразными. Позже, когда они оба работают в винном магазине старика, Гугу видит, как прибывает девушка, которую он спасает от бревна. И несмотря на то, что он задыхается от стыда, мальчик пытается ухаживать за ней. Проходя мимо, он робко упоминает, что пошел за каким-то лекарством, чтобы залечить рану, которая была сделана 3 месяцами ранее и до сих пор не зажила. Услышав это, мальчик очень взволнованно упоминает ему, что позаботится о его ране, что очень радует девушку. Позже, после небольшого разговора, во время которого Гоку чуть не потерял рассудок от волнения, разговаривая с ней, его иллюзия резко рушится, поскольку он просит Гоку помочь ему. Она проявляет большой интерес к Протону, а не к нему, по этой причине она полностью переворачивает историю с ног на голову. Из-за чего позже мы можем увидеть маленького Гугу плачущим в своей комнате. В тот момент, когда, увидев его, старик отвечает за то, чтобы дать ему совет и дать ему мотивацию совершенствоваться до конца, сам подталкивая парня к тренировкам, чтобы выглядеть лучше. Мне тоже не хватает пина колады Асада. Но ладно, хватит с меня шуток.
Позже мы узнаем, что Линд предлагает поработать и пожить в винном магазине рядом с Прото и всем остальным, просьба, от которой старик не мог отказаться, так как у него осталось немного еды. Комната и девушка не требуют, чтобы ей платили, поэтому она дает ему свое одобрение, заставляя девушку бежать домой в восторге, чтобы начать. Впоследствии мы можем наблюдать, как Google, пытаясь узнать больше о способностях ему, показывает, что он способен создавать предметы своими руками. Но только те вещи, которые причинили ему физический вред, такие как копья или ножи. А затем на следующий день Гугу встречает Линка и рассказывает ему о том, что он может создавать предметы своими руками, но только те, которые причинили ему физический вред, такие как копья или ножи. Он спрашивает, как продолжается ее рана на руке, на что она отвечает, что ей еще предстоит полностью зажить, но что она явно благодарна за вашу помощь. После этого мальчик пытается выяснить, знает ли старик, что он мог бы с этим поделать, но вместо того, чтобы найти ответ, Куго обнаруживает, что обезумевший мужчина имплантировал ему в тело сосуд для хранения алкоголя, из-за чего молодой человек убегает с места происшествия, в ужасе узнав, что Куго не в себе, что старик сделал это просто для развлечения. Став свидетелем того, как его новый друг выбегает из винного магазина, Линк пытается выяснить, что происходит, узнает правду и впоследствии упрекает старика в его жестоком поступке. Услышав слова девочки и отказавшись бежать за Гогу, старик просит ее саму пойти за ним, но она неохотно соглашается. После этого кажется, что Прота, однако, проявляет незаинтересованность в благополучии своего друга, поэтому он просто решает заменить его на кухне. Что, как мы позже обнаруживаем, прошло не так гладко, как он надеялся. После этого, с наступлением темноты, поняв, что никто не пойдет его искать, Гугу возвращается в свой старый лагерь после того, как попытался вывести алкоголь из организма. Таким образом, мальчик снова живет один и проводит следующие несколько дней, работая в поле на своего бывшего начальника, делая то, что он хочет, по возможности игнорируя комментарии других жителей деревни по поводу его маски. В какой-то момент, заметив, как сильно старается малыш, его начальник приглашает его пообедать со своей семьей, где, спросив о его брате Шине, предлагает ему возможность остаться жить с ними, что его очень волнует. Однако, услышав это, один из сыновей босса категорически отказывается, поэтому Google решает провести тест, чтобы показать свое лицо, чтобы посмотреть, примут ли его в таком виде. К сожалению, реакция присутствующих показала, что остаться там невозможно, поэтому он решает уйти. И несмотря на то, что произошло, начальник говорит ему, что он может продолжать работать с ним, за что мальчик явно благодарен. Несколько мгновений спустя, когда он шел по полям, группа молодых людей решает снять с него маску и бросить в реку, что является спусковым крючком для малыша, который решает больше не скрывать свое лицо оттуда. На следующий день мы можем увидеть, как он предстает перед публикой без маски, вызывая у людей реакцию страха, но делая все возможное, чтобы игнорировать их и продолжать жить своей жизнью. В то же время мы заметили, что Прота плохо справляется с заданиями, которые раньше выполнял Гугу, поэтому она решает попросить Пиарана научить ее готовить, работать и убирать. На что тот отказывается и вместо этого предлагает ей поискать в Google и попросить его научить ее. С другой стороны, несмотря на то, что он очень старается на работе, у него по-прежнему возникают все новые и новые проблемы. Поскольку по возвращении домой мальчик сталкивается с сыном своего босса, который требует, чтобы он больше не возвращался на работу, явно добавляя, что это их смущает. После этого Гоку решает в последний раз отправиться в лагеря, исключительно чтобы послушать, что о нем говорят люди, которые, по-видимому, были благодарны за то, что мальчика больше нет. Поэтому он решает навсегда уйти и искать работу в другом месте, что оказывается невыполнимой задачей, поскольку никто не смеет даже смотреть на это. Впоследствии молодой человек находит кольцо Линка, которое я ему подарил, поэтому он решает попытаться продать его, однако очень быстро сожалеет об этом. После этого маленький мальчик обнаруживает, что его брат Шин брошен в переулке и находится в плачевном физическом состоянии. Поэтому, поняв, что из-за того, что он потерял его, он решает продать его. Судя по ее внешнему виду, она ничего не может поделать с кольцом. Она решает отдать его своему брату и уйти. Позже, с наступлением темноты, мы видим, как Гугу возвращается домой, размышляя о том, было ли его решение правильным или нет. Именно в этот момент мальчика внезапно утаскивают двое вандалов, которые кладут его в мешок и уносят с целью продать. Они не ожидали, что появится Ину и явно встанет у них на пути, который после превращения в Онигуму заставляет обоих мужчин бежать, убирайтесь с этого места. Затем Прота воссоединяется с Гугу и объясняет ему, что если в нем он не может расти и нуждается в его помощи, то факт, который он явно видит, это то, чего они не ожидали. Это делает малыша таким счастливым. А затем мы можем увидеть, как оба мальчика занимаются розыгрышем и пугают альдианцев, используя способности Прота.
прота, давая ему Google удовольствие отомстить за весь вред, который они ему причинили. Затем, когда прота разговаривал с ним о возвращении домой сумасшедшего старика, мы видим, как юноша теряет сознание от голода, так как он долгое время ничего не ел. Поэтому прота сказал отвезти его в свой лагерь, и через несколько минут мы обнаруживаем, что это тоже может привести к обмороку. Еда из ваших рук, поэтому вы даете своему маленькому другу много еды. Благодаря этому факту нам открывается, что прота способен генерировать все, что когда-либо вызывало у него стимул, например, удовольствие или боль. Затем, насытившись Кугу, ему рассказывают о людях, в которых он может трансформироваться, и именно здесь прота может вызвать у него боль. Малыш обнаруживает, что он трансформируется только в существ, которые уже умерли, предполагая, что его способности также могут быть связаны с эмоциональными стимулами, что заставляет малыша задуматься, сможет ли он превратиться в него после смерти, что в свою очередь делает мальчика немного сентиментальным, который после этого дает мальчику понять, что его способности также могут быть связаны с эмоциональными стимулами. Расскажи Проти о своей семье. Там мы узнали, что малыш и его брат раньше работали на группу людей, которых они считали своей семьей, которые относились к ним как к ее части. Однако в какой-то момент им пришлось уйти, оставив их на произвол судьбы, поэтому Гогу оставался рядом со своим братом до последнего. В тот момент, когда он так хорошо решил отказаться от этого. Эти слова находят отклик у мальчика, который извиняется перед Эль-Протой за то, что так плохо с ним обращался. Затем, попросив его, когда он умрет, превратиться в него, благодарит его за спасение. А затем, после драматического молчания, в котором мальчик, кажется, умер, говорит: «Я не знаю, как это сделать». Появляется Линк, что заставляет Гогу подпрыгнуть и испугаться. По прибытии девушка рассказывает ему, что искала его, и что ей удалось добраться до них только потому, что она услышала лай своей собаки. Затем он пытается убедить мальчика вернуться домой, после чего выражает ему, как сильно они скучают по нему и нуждаются в нем, добавляя, что кроме того старик сожалеет, что ушел из дома. С ним экспериментировали, и он предложил вывести алкоголь из организма. Несмотря на его желание вернуться, мальчик по-прежнему не хочет возвращаться из-за того, что он сбросил свою маску и отказывается показывать свое лицо перед ней, что вызывает только еще большее любопытство у Линка, который после нескольких неудачных попыток узнать его лицо предлагает ему пойти и найти его маской и вернуть ее. Именно тогда прота предлагает себя, чтобы вернуть ее, поэтому, не теряя времени, он убегает за ней к реке, оставляя Гугу наедине с Линком. И в этот момент девушка пытается, чтобы воспользоваться случаем и попытаться утешить своего друга, показывая ему рану, оставленную Линком после аварии. Однако, увидев маленький шрам у девушки, Гугу демонстрирует большое разочарование и бестактность, восклицая, что ее рана совсем не похожа на его собственную, и что он явно преувеличивает. Комментарий, который заставляет девушку чувствовать себя очень плохо, которая, услышав его, комментирует все проблемы жизни со своей семьей, которые в основном заключаются в том, что они всегда заботятся о нем и защищают его. Услышав это, Google еще больше разозлится и упрекнет тебя в том, что ты ведешь себя невежливо. После этого она замечает ему, что, вероятно, человек, причинивший ей травму, был кем-то, кто ненавидел ее отца, предполагая, что они сделали это, чтобы отомстить ему. Или явно что-то в этом роде. Комментарий, который она дополняет стакан малыша, из-за чего тот снова назовет ее дурой и разрыдается от разочарования. Позже девушка пытается узнать больше о том, что случилось с Гугу, но тот отказывается раскрывать что-либо по этому поводу. Затем Линк пытается убедить его использовать ведро с дырочками на голове, чтобы спрятаться, лжа о том, что это было послано старейшиной и принадлежало к легендарному племени. Увидев ее, отказывается ее использовать. Однако после пары слов от своего друга он решает надеть ее и затем извиниться за то, что был груб с ней, а затем уйти вместе с ней. С другой стороны, мы можем наблюдать, как прота находит маску, однако сразу после этого у него происходит небольшая стычка со своим создателем, который появляется, чтобы сказать ему, что его враги скрываются в поисках шанса, поэтому он должен быть очень осторожен. В одно и то же время Линк и Гоу гуляют по городу, как вдруг девушку ловит мужчина, который заряжает ее и собирается отвезти домой. Увидев, как забирают его подругу, Google решает ударить парня, чтобы тот отпустил ее, а затем выбегает вместе с ней. После этого мы видим обоих молодых людей, отдыхающих на холме. Именно там мы узнаем, что она на самом деле сбежала из дома, и что там, вероятно, много людей в данный момент ее ищут. Поэтому парень решает вернуть ей маску, поняв, что на самом деле это был не подарок, а она использовала ее, чтобы спрятаться. К счастью для Гогу, Имма прибывает сразу после этого в своей маске, поэтому, закрыв лицо, мальчик и остальные решают вернуться в дом старого торговца спиртными напитками.
Позже по дороге они натыкаются на одну из горничных семьи Линь, которая узнает ее и просит вернуться, однако, недолго думая, Гугу берет девушку за руку и уводит в лес. Затем, когда они убегают, Прата превращается в Марча, чтобы явно отвлечь служанку, которая, увидев это, сочувствует бедной девочке и забирает ее за помощью. Чего Прата не знал, так это того, что как раз в этот момент на него снова нападет монстр корней, который, появившись, использует свои способности, чтобы уничтожить Имо и, очевидно, украсть дух Мардж. Сразу после этого Гугу бежит посмотреть, что происходит, услышав крики ужаса горничной, а затем встречает тело Прата, а затем и служанку, которая стала причиной его смерти, которая, увидев мальчика, немедленно атакует его своими корнями. К счастью, Прата защищает его от нападений и впоследствии просит его бежать, но Гугу отказывается, заявляя, что хочет ему помочь. После этого монстр использует свои способности, чтобы запереть их, заставляя Прата превратиться в медведя, чтобы вырваться на свободу. Затем мальчик берет одно из копий, созданных Протой, и бросает его точно в голову своему врагу, заставляя монстра сильно разозлиться и снова напасть на него, используя одну из лиан, чтобы поднять его и запустить в полет. Увидев это, Прата теряет бдительность и поворачивается к своему другу, в результате чего монстр атакует его со спины и автоматически уничтожает. С другой стороны, оправившись от падения и выплеснув весь алкоголь из своего тела, Гугл придумывает план, что они явно могут победить, поэтому он берет факел и снова бежит к монстру. И пока он отвлекается на Прата, мальчик пытается выплеснуть на существо побольше алкоголя, чтобы поджечь его. К сожалению, обнаруживает, что его контейнер полностью пуст, поэтому он решает бежать домой, чтобы наполнить его и вернуться в бой. В то же время Иммо приказывает ему бежать и не возвращаться, но он, очевидно, не намерен бросать своих друзей. После этого мы видим, как Гоку бежит по лесу, когда он внезапно спотыкается из-за воздействия алкоголя на его организм, который он поглотил. Однако, несмотря на его недомогание, он встает и продолжает свою миссию. Чего он не ожидал, так это того, что по прибытии в дом он встретит родителей Линк, которые нашли ее и отвезли в дом. Увидев это, молодой человек изо всех сил старается игнорировать их и сосредоточиться на своей цели. Поэтому он, шатаясь, подходит и просит мальчика отвезти его домой. «Старик, самый крепкий напиток, который у меня есть». Сначала никто не понимал, что происходит, так как ребенок вел себя странно, пытаясь объяснить ситуацию ему. Однако хуже понимает, что то, что он говорит, правда, и приказывает старику прислушаться к нему и автоматически наполнить емкость со спиртным. Пока он это делает, он обнаруживает, что емкость со спиртным могла сломаться, и что если ее не починить, Гугл может умереть. Однако мальчик слишком пьян, чтобы беспокоиться об этом. После этого малыш пытается помешать родителям Линд забрать ее, пока они обсуждают свои семейные проблемы. Именно тогда, узнав, что малышка выбрала ему мужа, Гугу выходит, шатаясь, и признается, что Линк никто не любит ее больше, чем он, а затем закрывается. «Открывай дверь и уходи». В то же время родители девочки тоже собираются уйти со своей дочерью, но вдруг Пианан перекрывает им проход и явно смотрит на них угрожающе. С другой стороны, мы видим, что мальчик добирается до того места, где был Прата, но, к сожалению, не находит его. Вместо этого он замечает присутствие Протасова, который, по его словам, находится в комнате. Онигума, и поняв, что речь идет не об Имо, приступает к противостоянию с ним. Затем, получив удар от своего врага и обнаружив, что огонь действительно воздействует на него, малыш решает контратаковать, выпивая большие порции алкоголя, которые при соприкосновении с огнем вызывают сильную вспышку, в результате чего его враг немедленно сгорает и сгорает до такой степени, что превращается в пепел. Победив монстра, молодой человек оплакивает потерю своего друга, сожалея о том, что не смог его спасти. Однако через несколько мгновений мы можем увидеть, как духи Прата высвобождаются в виде света. Затем мы видим, как они движутся, пока не достигнут камня и не сохранятся в нем. Именно тогда Гугл поднимает его, а через несколько мгновений видит, как он возвращается к жизни благодаря своей силе. Создатель, уступая место эмоциональной встрече, на которой Прата благодарит мальчика за его спасение. Позже мы увидим, как все, включая родителей Линка, собираются вместе, чтобы поесть, благодарные и очарованные едой Гогу. Тем временем мы видим, что Прата находится на улице и разговаривает со своим создателем, который сообщает ему, что он решил призвать монстров корня колотушками, и приказывает Инна покинуть это место, добавив, что он не сможет стать сильнее, если останется там.
и что его враги становятся все более могущественными, на что Прота отвечает отказом, заявляя, что ему нужен Гугу и что он поможет ему победить его врагов. Как раз в этот момент ребенок выходит, чтобы принести Проте поесть, и явно забирает его с собой. После этого мальчики узнают, что Линк решила уехать со своими родителями, поэтому вскоре они прощаются с ней и ее семьей. Благодаря решению остаться со своими друзьями, мы можем отметить значительный рост Прота, так как через пару лет мы обнаруживаем, что Линк и его семья не могут жить вместе. Этот научился готовить и начал вступать в половую зрелость. С другой стороны, мы видим, как Гугл заметно улучшил свое телосложение и тоже сильно вырос. За прошедшие 4 года Проута так и не был преобразован и не был создан ни один объект, потому что он решил жить с Google и другими. Кроме того, у него никогда не было реальной необходимости в этом, так как он никогда не создавал никаких объектов, который, к счастью, не столкнулся ни с каким молотком. Благодаря этому нам стало известно, что трансформации протона приводят к перезагрузке тела, которое он использует. Поэтому, не трансформируясь, он мог естественным образом состариться в теле Фудзи. Однако это решение повлекло за собой то, что стимулы, которым подвергался Прота, были повседневными и банальными, поэтому за все это время он не приобрел каких-либо особых навыков. С другой стороны, мы видим, что Прота значительно улучшил свое восприятие и понимание человеческой жизни. В какой-то момент мы видим, как он спокойно разговаривает с Линком, пока тот ткет одежду в подарок Гугу. Во время разговора девушка упоминает, что ей скоро исполнится 16, и что к тому времени ее родители заставят ее выйти замуж. Поэтому она не хочет вступать в брак с человеком, которого она любит. Она не любит и, став мамой, разработала план, как избавиться от этой проблемы, который заключается в том, чтобы найти парня, за которого можно выйти замуж до того, как ей исполнится год. Услышав это, Иммо предлагает ей сделать это с Гугу, который, очевидно, все еще влюблен в нее и с которым она очень хорошо ладит. В то же время мы можем видеть, что он, как обычно, работает на улице, когда внезапно видит приближающегося своего старшего брата, который любезно приветствует его, счастлив снова встретиться с ним. Однако Гугу просто молчит, пока тот пытается завязать с ним разговор, пока в определенный момент молодой человек не вспыхивает и не кричит на своего брата в полном гневе, упрекая его в том, что он подонок и бросил его. Услышав это, Шин пытается извиниться перед ним, но Гогу просто продолжает кричать и заявлять о своей неверности ему как брату. Несмотря на то, что мальчик пытается поблагодарить его за помощь, когда он передал ему кольцо Линка, Гогу не сдерживает своего слова. После этого старший брат рассказывает о том, как ему удалось улучшить свою жизнь и почти осуществить свою мечту о владении особняком, добавляя, что он хотел бы осуществить последнее вместе с Линком. Своему брату, приглашая его уехать с ним, чтобы снова жить вместе, предложение, от которого Гугу мгновенно отказывается, заявляя, что это было практически чудом, что ему удалось выжить самостоятельно, и добавляя, что у него уже есть все, что ему нужно в жизни, там рядом со старейшинами Лей и Мо, Айл которого он считает своим новым младшим братом. Затем он уходит, в то время как Шин пытается продемонстрировать свое сожаление, но на данный момент Гугу не соизволил ответить. Через некоторое время Шин заходит в винный магазин, чтобы извиниться и попросить остальных, очевидно, вернуть ему кольцо его брата, которое, как только он замечает это, он забирает. Она понимает, что это то самое кольцо, которое она подарила этому парню с рынка много лет назад, наконец поняв, кто такой Гугл на самом деле. Узнав об этом, она намеревается сама передать ему кольцо, поэтому она немедленно отправляется туда, где он находится. Позже она находит его спящим в поле на куче овощей, а после того, как разбудила его своей попыткой надеть на него кольцо, девушка приводит свой план в действие. Прося их, он явно ухаживает за ней, добавляя, что уже приближается ее день рождения и они должны пожениться, что совершенно огорчает Гугу, который реагирует нервно и отвечает очень грубо. Именно тогда девушка напоминает ему о признании, которое он сделал ему много лет назад о своей любви к ней. Это заставляет его нервничать еще больше и признать, что он не помнит, чтобы говорил абсолютно что-либо, в результате чего девушке тоже становится жаль. И она решает уйти от разговора, сказав ему, что он любит ее. Явно присутствуйте на ее дне рождения. С другой стороны, после этого появляется старик, чтобы сообщить мальчику хорошие новости, которые, оказывается, заключаются в том, что старик разработал и изготовил для него новую маску, с помощью которой он сможет легко сражаться с колотушками. Поскольку, добавив немного трута в его механизм, он генерирует новый эффект. Пламя, с помощью которого мальчик сможет изрыгать огонь, не нуждаясь в факеле. Этот подарок очень радует Гогу, который, попробовав его, сразу начинает им пользоваться. После того, как наступит день рождения Линка, мы можем наблюдать, как мальчик
готовится к посещению, неся с собой труд для маски, с целью оставаться готовым к любой битве. Выйдя из дома вместе с Протой по дороге на вечеринку, мы можем видеть, как старик остается несколько сентиментальным из-за того, что он был в маске. Приятно видеть, как Гогу так быстро растет, которого он явно считает своим внуком. Затем, потратив время на то, чтобы купить ему цветы в подарок, оба мальчика приходят на его вечеринку, где как только они входят, они начинают наслаждаться едой и наблюдать за панорамой, пока в определенный момент она не появляется и немного не разговаривает с парнями, которые поздравляют ее и дарят ей свои подарки. Подарки. К сожалению, как раз в тот момент, когда Google дарит ему цветок, все в комнате смотрят на него. Там мы обнаруживаем, что это тот самый цветок, который девушка держала в руках во время аварии 4 года назад, факт, о котором молодой человек не знал. И это заставляет его чувствовать себя ужасно и думать, что он не в себе, который облажался, несмотря на плохие воспоминания, которые вызывает у тебя этот цветок. Лин доказывает, что проблем нет, и ненадолго уезжает. После этого мы видим, как один из гостей вечеринки пытается снять маску с Гогу под предлогом того, что это явно кажется ему проявлением неуважения, в результате чего он падает на фонтан с водой и промокает, что привлекает внимание Линка, который быстро подбегает, чтобы помочь ему. После того, как я помог ему обсохнуть, она направляется на встречу со своим отцом, который просил ее присутствия, чтобы познакомить ее со своим новым женихом, что делает молодую девушку совершенно неловкой, убитой горем. Позже, увидев, что Линк и ее жених беседуют наедине, Гугу решает немного отойти в сторону, поэтому она решает пойти в сады снаружи. Сразу после этого он видит, как прибывает девушка, которая бежит к нему навстречу. По прибытии он снова пытается расспросить молодую женщину о ее ране и ее маске, которая на этот раз решает дать ему достаточно информации об этом. Будучи полностью честным в том, что произошло, услышать правду о ее ране, что привело к тому, что она потеряла сознание. Линк замечает сходство с обстоятельствами их несчастного случая, в результате чего тот впоследствии понимает, что Google спас ему жизнь. Чувствуя себя полностью благодарным и, очевидно, более связанным с молодым человеком, она подходит к нему, чтобы признаться ему в чем-то. Но как только она делает шаг вперед с балкона на мальчика, Линк, не обращая внимания на то, что Линк пытается спасти его жизнь. Тот, кто стоит на месте, рушится, заставляя его оттолкнуться от обрыва и упасть в пустоту, ничего не имея возможности с этим поделать. С другой стороны, создатель появляется рядом с Протоном и сообщает ему, что появился молоток, показывая, что он находится под особняком, и что когда его корни разрастутся, они разрушат все это место. Поэтому Има решает взяться за дело, и увидев, как потолок поднимается вверх, он говорит: мальчик-создатель появляется рядом с Протоном и сообщает ему, что появился молоток, показывая, что он находится под особняком и что когда его корни разрастутся, они разрушат все это место. Он начинает разрушаться, решив превратиться в онигуму, чтобы таким образом использовать свою силу, чтобы поддержать фундамент особняка, пока гостям удается сбежать. В то же время мы видим, как Гоку держится за какое-то щупальце, торчащее из земли, изо всех сил пытаясь не упасть в пустоту. К счастью, через несколько мгновений группа людей помогает ему подняться, используя веревку, сделанную из ткани. Сразу после того, как он поднялся, молодой человек бежит прямо к Проте, чтобы помочь ему. По прибытии Има сообщает всем гостям, что они были эвакуированы, за исключением родителей Линка, которые не смогли выбраться из-за того, что были полностью ранены. Именно тогда здание начинает прогибаться и полностью обрушивается на них. После этого мы видим, как Гогу быстро выходит из особняка с обоими родителями Лин на руках, и, спасая его, молодой человек пытается вернуться, чтобы найти Прота. Но его останавливает Линкольн, пытающийся признаться ему в этом. Снова к чему-то, однако Гоку не дает ей закончить и бежит на помощь своему другу. По прибытии мы видим, что Прота снова превратился в Фуши, с той разницей, что теперь он имеет свой первоначальный вид. Сразу после этого выясняется, что молоток превратился в загадку, сделанную из камня, который атакует их, заставляя отступить. После этого Google пытается прикончить Эль, поджарив его, но из-за его панциря, который он носит, он превращается в загадку, сделанную из камня. Каменный огонь на него совершенно не влияет. Затем монстр использует свои силы, чтобы разделить землю надвое, в результате чего мальчики падают в пропасть. К счастью, им удается сбежать, используя трансформацию Марча. Как только они поднимаются, они делают вывод, что внутренняя часть монстра должна защищать ядро, как и другие колотушки, поэтому только внешняя часть сделана из камня. Сразу после этого вы оба решаете залезть на существо, чтобы найти отверстие, через которое вы можете нанести прямой удар. Найдя его, Гогу использует копья, созданные Протоном, чтобы раскрыть внутренности своего врага, а затем выпустил по нему мощную вспышку, уничтожив колотушку. После этого они замечают, что последний пытается переместить свое ядро в другое место с помощью своих щупалец, но несмотря на то, что они пытаются остановить его, ему это не удается, не дай ему сбежать. После этого Прота благодарит Гугу за то, что тот помог ему,
даже если они не смогли победить его. Однако в эмоциональный момент снова прерывается колотушкой, который совершенно без предупреждения накрывает Прота своей патрой Энигмы и разбивает его насмерть. А сразу после этого набрасывается на его руку, чтобы сокрушить Игоку. К счастью, Лин прибывает, чтобы спасти мальчика, вытолкнув его из досягаемости монстра. Затем они оба пытаются выбраться из здания, пока оно рушится, однако в конечном итоге здание обрушивается на них. После этого мы видим, как Прота выбирается из-под обломков, испытывая отчаяние от того, что не видит своих друзей, и на него несколько раз нападает молоток, который настойчиво продолжает свою цель уничтожить Прота. В то же время мы можем видеть, что Линк и Гугл погребены под обломками, в то время как мальчик использует свое тело как крышу, чтобы защитить свою возлюбленную. Именно тогда девушка просит его не прилагать особых усилий, чтобы выдержать этот вес, и через некоторое время агонии смиряется с этим. Ситуация такова, что молодой человек признается в своей любви Линку, который, услышав его слова, немедленно целует его, и это последний момент для них обоих. С другой стороны, мы видим, как Прота может почувствовать смерть своего друга, что он подтверждает через несколько секунд после превращения в него, заставляя последнего осознать ситуацию и сразу же после этого начинает яростно атаковать молотобойца, используя свое новое тело, чтобы постоянно прикрывать монстра пламенем, охваченный чувством глубокой печали, отказывающийся принять смерть Гогу. К сожалению, ничего из этого не дало результата, поскольку его враг по-прежнему огнеупорен. После этого Прота сбивают с ног одним четким ударом, который сбрасывает его со скалы в океан. Затем его соперник бросается в воду, чтобы прикончить его, но когда он собирается нанести последний удар, внешний панцирь колотушки взрывается, обнажая его внутреннее ядро, которое через несколько секунд он прыгает в воду и убегает. Именно тогда Создатель появляется рядом с Протоном и четко приказывает ему преследовать его, и напоминает ему, что тот украл часть его существа. Однако Имма полностью игнорирует его и возвращается в особняк в поисках своих друзей. Именно там мы узнали, что Линдси выжила в аварии, однако мы не можем сказать того же Гугу, чье безжизненное тело лежит на земле, пока его старший брат не появится и не заберет его. Затем мы становимся свидетелями того, как мальчик просыпается на плечах своего брата в загробной жизни, осознавая, что на его теле больше нет ран, и что его лицо вернулось к нормальному состоянию, воссоединяясь со своими друзьями и со своим любимым Линком. А затем ходить и понимать, что на самом деле это не так. Он умер. После этого мы можем наблюдать, как Прота, чувствуя себя виноватым в том, что произошло, сообщает старейшинам, что они должны уйти, выражая свое раскаяние и заявляя им, что Джин вызвался остаться, чтобы помочь им. После этого мы видим, как он просыпается в своем доме после битвы и, не задумываясь, бежит искать Гогу. Затем Прота видит, как она прибывает, пока он размышляет о том, что произошло, что по какой-то причине вызывает у него панику. И когда девушка поднялась наверх, чтобы посмотреть, что случилось, он говорит: «Я не знаю». Ло Инна оказалась превращенным в слизь. Как только Лин видит его, она бежит, чтобы обнять его и выразить ему свою любовь. Однако Прота понятия не имеет, как реагировать, поэтому молчит. После этого, услышав, что она спрашивает, где ему, Прота решает солгать, сказав ей, что тот погиб в битве, доходя до того, что показывает ему могилу девушки, факт, который оставляет ее в полном шоке и глубоко огорчает. После этого мы видим, как старейшины напоминают Протону, что он должен уйти, под предлогом того, что ему нужно купить кое-что, поэтому он приказывает Линку подождать его. Это огорчает молодую девушку, но она соглашается подчиниться ему и говорит Проте, что будет ждать его, чтобы забрать цветы. Затем она передает ему кольцо, которое Гугл подарил ее брату, но Прота говорит ей сохранить его, утверждая, что таким образом она всегда сможет его запомнить. Затем, после эмоционального прощания, Прота явно уходит, неся с собой кое-какие припасы, которые приготовили для него старейшины. И позже в тот же вечер мы можем увидеть маленькую Линк, которая долго ждала Гугл. Дошло до того, что ее отцу пришлось пойти в ищи ее снова. Именно тогда малышка признается ему, что не думает выходить замуж, так как она уже влюблена в кого-то, но когда отец говорит ей, что хочет с ним познакомиться, она признается ему, что это невозможно, потому что его больше нет, намекая со слезами на глазах, что она знает правду о ее любимом Гугу. Позже, по прошествии нескольких дней, Прота продолжал ходить, борясь с чувством вины и печали, пока в определенный момент он не решил поговорить со своим создателем, чтобы тот указал ему, что он должен делать, обнаружив благодаря этому, что он должен стать только сильнее, чтобы иметь возможность вернуть себе
себе часть своего тела. Быть может, она была украдена. Именно тогда Прата начинает сомневаться в намерениях этой сущности, а также очевидно в ее силе, спрашивая, чего она от него добивается и почему он оказался во всей этой ситуации. Понимая, что это не что иное, как инструмент, созданный для спасти мир от стукачей. Очевидно, что вся эта ситуация вызывает глубокое неприятие и разочарование в отношении Праты, который в качестве отчаянной меры решает отказаться от своего существа и стать плодом. Однако его создатель снова превращает его в человека и сообщает ему, что если бы только его враги нашли его таким, они сделали бы с ним все, что хотели, и никто не мог этого предотвратить, и что даже если он продолжит проигрывать, он только в конечном итоге снова станет сферой. Снова начнет свой цикл с самого начала и потеряет всю ту информацию, которую он собирал все это время, а также свое сознание и свои воспоминания. Впоследствии создатель открывает Протону, что его присутствие когда-нибудь исчезнет, поэтому он должен быть готов победить их самостоятельно, когда наступит такой момент. Услышав это, мальчик демонстрирует свое неприятие ситуации, пытаясь ударить своего создателя, которому только и удается, что превратить его в человека. Волк, и назовите его проблемным существом. Затем ему говорит ему, что если ничто не может вернуть Гогу, то на самом деле ему все равно. Внезапно Има чувствует знакомый запах и бежит прямо к нему, встречая Пиарана, который говорит ему, что он снова решил помочь ему в его путешествии, так как считает, что не смог сделать для него достаточно, и хочет воспользоваться своим преимуществом, то немногое, что у нее осталось в жизни, оказывать ей поддержку в этом путешествии. Это решение заставляет Эль Прата расстроиться и попросить его уйти, добавив, что он не хочет, чтобы кто-то еще пострадал из-за него. Однако пожилая женщина отказывается возвращаться, и молодой человек вынужден позволить ему сопровождать ее. Затем они возобновляют свое путешествие, и они вместе преодолевают большие расстояния. Несмотря на то, что пожилая женщина старается изо всех сил общаться с ним и явно помогать ему, мальчик довольно неохотно обращается с ней слишком много. Проводя какое-то время, они останавливаются в деревне, чтобы старуха поела. Но Прата решает выйти и подождать снаружи из-за страха столкнуться с колотушками и неспособность защитить свой народ. Именно там он обнаруживает, что его создатель способен чувствовать присутствие и местонахождение врагов. Позже ночью Эль Прата объясняет Пируэту все, что касается его создателя и стукачей, комментируя, что несмотря на нежелание подчиняться ему, он прав и должен стать сильнее, чтобы победить их всех. На следующее утро после неудачной попытки залезть на дерево за свежими фруктами из-за того, что он не использовал свою обычную трансформацию для лазания по вещам. Именно тогда мальчик наконец идентифицирует эту часть своего существа, которая принадлежит украденной у него Мардж, осознавая, насколько ясно, что Мардж принадлежит ему. Это значит для него, но он совершенно не в состоянии точно вспомнить. Позже, поняв важность того, чтобы не потерять части своего существа и свои воспоминания, Прата, преисполненный решимости стать сильнее, решает поэкспериментировать с различными стимулами, ища те, которые явно могут быть ему полезны. Благодаря этому мы обнаружили, что мальчик не способен порождать живых существ, поскольку он порождает только трупы, а этот не осмеливается превращаться в определенных животных, таких как краб. В какой-то момент Пиаран спрашивает, как Прата смог победить последнего молотобойца, который отвечает ему, что тот разрушился, когда вошел в контакт с водой, заставляя женщину сделать вывод, что это, вероятно, произошло из-за изменения температуры, которому подвергся камень, добавив, что это была просто случайность. Поэтому после этого, благодаря идее старухи, они решают отправиться в Зарлайн, место полное диких животных, где Прата мог свободно тренироваться и претерпевать множество преобразований. Затем мы видим, как они садятся на корабль и собираются отправиться в путешествие, как вдруг их по правилам отделяют от судна. После этого внезапно Прата насильно помещают в камеру и заклеймили рядом с другими заключенными. Затем охранник сообщает ему, что они направляются на остров под названием Генанда, где они проведут в заключении остаток своей жизни. Будучи свидетелем этого и не зная, что происходит, Прата беспокоится об Оранге еще больше, но на самом деле он ничего не может с этим поделать в данный момент. Позже мы увидим, как они выходят на берег, где заключенных уводят вглубь острова с завязанными глазами. Когда они продвигались вперед, Прата останавливается охранником, который требует, чтобы на нем не было кандалов и руки не были отмечены. Как вдруг появляется девушка и комментирует мужчине, стоящему на берегу. Это недоразумение, поэтому он уносит Проута подальше оттуда.
Позже Има спрашивает девушку, где находится пожилая женщина, но не получив ответа, которого она искала, решает сбежать. Позже мы можем увидеть, как Прота на окраине тюрьмы ищет способ подняться наверх и спасти пожилую женщину, когда ему внезапно приходит в голову лазить с помощью копья, что приводит к его внезапному побегу. В результате молодая женщина падает в пустоту и разбивает себе голову. После этого его тело находит группа молодых людей, которые поражены процессом его реанимации. Увидев это, Прота замечает, что рядом с ними есть сова, поэтому он одалживает лук у одного из мальчиков и пытается застрелить птицу, чтобы он мог превратиться в него и улететь в тюрьму. Однако его останавливает девушка из группы, которая говорит ему, что сова принадлежит им, поэтому Прота продолжает искать способ попасть в тюрьму. Затем он замечает одну из девушек, ту самую, которая вывела заключенных из очереди, поэтому она спрашивает его, как он может войти и спасти старуху. К сожалению, это утверждает, что выбраться из этого места практически невозможно, так как это тюрьма строгого режима, где содержатся самые опасные преступники во всем регионе. Однако это комментирует, что есть один выход, который заключается в том, чтобы стать победителем большого турнира в Колизее. Остров, где победитель приобретает право делать в этом месте все, что ему заблагорассудится, вплоть до того, чтобы покинуть его. Именно здесь позже Прота решает принять участие в турнире, в котором большое количество людей бросается на поле битвы, чтобы убить друг друга. Во время резни мужчины яростно сражаются, в то время как Прота отстает из-за своей нежной натуры. Через несколько мгновений битва достигает кульминации, и только один из мужчин выживает в ожесточенной схватке, который считал себя победителем, пока не замечает присутствие Имо. Эль, который по-прежнему вообще не нападал и не защищался, поэтому Геррера не стал дважды думать о том, чтобы прикончить его, ударив топором по голове. Именно тогда, получив удар топором, Прота сталкивается с дилеммой, должен ли он показать свои силы публике или притвориться мертвым, поскольку очевидно, что этой раны было недостаточно, чтобы покончить с ним. Чего он не ожидал, так это того, что мужчина, увидев, что он не упал на землю, будет продолжать многократно пронзать его тело, доходя до того, что испугается, заметив, что Има не упал побежденным на землю, поэтому он явно решает сдаться. После этого вся публика поздравляет Прота, которые полностью очарованы его выносливостью и возрождением. Позже, после битвы, Прота натыкается на Танари, девушку, которая предложила ему войти в Колизей, которая, наконец, знакомится с мальчиком. После этого мы видим, как жители острова льстят и явно пытаются увести с собой Има, потому что у этого есть большие шансы стать королем. В следующего лидера острова, если он продолжит побеждать в Колизее. Именно тогда мы узнали, благодаря боссу Танари, что девушке действительно поручено доставить Прота в город, но из-за недоразумения он оказался рядом с заключенными. Однако, увидев способности Имо, девушка решает разработать план побега с острова вместе с другими ни в чем не повинными жителями, используя способности Имо в качестве меры для достижения этой цели. Поэтому она просит своего босса позволить ей позаботиться обо всем остальном, в то время как он сам решает сбежать с острова. Ему поручено подготовить корабли к его побегу. Услышав этот разговор, Прота решает уйти, но Танари со своими друзьями решают сопровождать его, а затем показать ему это место. Именно там Прота обнаруживает, что остров полностью населен заключенными, которые занимаются повседневными делами, такими как сельское хозяйство или животноводство. Он также узнает, что на острове живут заключенные. Это абсолютно законно до сих пор, после того, как я был шокирован, увидев несколько висящих в подъезде, понимая, что это место совсем не похоже ни на что я видел раньше. Позже, во время экскурсии, Танари признается ему, что она специально посадила их на корабль, который доставил их на остров, добавив, что кто-то предложил ей сделать это из-за присутствия Пиаранг, которая, как мы уже знали, была опасным преступником. Поэтому, узнав об этом, мальчик решает уйти, оставив позади группу мальчиков, которых он в конечном итоге называет ненормальными за то, что они могут жить там так естественно. Позже вечером Эль Прота пытается поохотиться на летучих мышей, чтобы таким образом трансформироваться и сбежать, но из-за его плохих навыков владения луком в конечном итоге разочаровывается. Поэтому он решает установить контакт со своим создателем, которая отказывается оказывать ему какую-либо помощь и предлагает ему продолжить участие в турнире, чтобы он мог продолжить. Чтобы я мог таким образом выбраться оттуда. Но идея убивать людей не нравится ему, который утверждает, что не хочет чувствовать боль других.
Именно тогда, услышав это, его создатель дает ему циничный взгляд на ситуацию и смерть людей, где он объясняет ему, что участие в Колизее – это то, что ему нужно. Это не что иное, как простое индивидуальное решение, при котором каждый, кто решает сократить свою собственную жизнь, чтобы получить что-то взамен, поэтому вам не следует их жалеть. Однако эти слова не убеждают Имма, который явно отказывается подчиняться ему. Поэтому на следующий день мы можем наблюдать, как он снова пытается сбежать, взобравшись на стену с копьями, но попытка снова терпит неудачу. В то же время, благодаря боссу Танари, мы узнали, что пассажирка из Енома сражается в Колизее, уничтожая всех своих противников. Возвращаясь с Протой, мы видим, как он пытается сбежать, превращаясь в крота и роя яму в земле. К несчастью, когда он собирается похоронить себя, на него охотится сова, за которой он охотился раньше, которая ведет его прямо к Танару и его друзьям, которые, как только видят, что он мертв, давят на него, чтобы они приняли участие в турнире, на что он в конечном итоге соглашается, поскольку мы видим, что он встретится в рукопашном бою с очень могущественным старейшиной, который сразу же с самого начала яростно атакует Прота, который, очевидно, не получает никакого урона, несмотря на силы его противника, которому он противостоит. Позже он пытается убедить его принять капитуляцию, но, видя, что его план не дает результатов, продолжает пытаться напугать его различными преобразованиями. К сожалению, эта стратегия не работает перед лицом холодного и расстроенного мышления его соперника. И именно тогда, внезапно в момент отчаяния, когда они думают, что могут измениться, мальчик вспоминает несколько слов, которые он когда-то слышал от кого-то любимого. И хотя он точно не помнит, кто их сказал, этот момент, когда он думает, что это может измениться, он вспоминает, что когда-то слышал от кого-то любимого. И несмотря на то, что он точно не помнит, кто их сказал, использует этот стимул, чтобы превратиться в этого человека, неожиданно приняв физическую форму Паноры. И воспользовавшись ее силой и ловкостью, чтобы избить старика, тем самым выиграв второй раунд турнира. Обратись с речью к жителям острова, в которой попытайся убедить его, что Имма – божественное существо, пришедшее спасти их и изменить судьбу каждого, добавив, что он нуждается в поддержке всех присутствующих. Поэтому он просит местных жителей сформировать армию, чтобы помочь ей и присоединиться к ней в ее миссии направлять Прота к его судьбе. Эти слова вызывают резкое разделение мнений среди зрителей, которые не имеют ни малейшего представления об этом, ни четкого представления о том, что им следует делать. В то же время там отмечается, что он не намерен править островом, поэтому он подозрительно решает передать власть Танари, которая наблюдает из зала вместе с ним своим друзьям и тем, кто решает бежать, осознавая, что явно грядет. После этого разъяренная публика начинает искать девушку, чтобы позаботиться о ней, а там она уходит вместе с потерявшим сознание Протой. Позже мы можем увидеть, как Протава соединяется со своими друзьями во время своих снов, в которых выражается его вина и разочарование из-за того, что он не выполнил своих обязанностей цели. Затем, несмотря на его шаткое положение, после некоторого разговора с ними, Симму удается восстановить свою мотивацию. Именно тогда, внезапно как во сне, так и в реальной жизни, Аяся подходит к нему, чтобы понаблюдать за ним, а затем без предупреждения пытается овладеть им в состоянии слабости. К счастью, Танару и его друзьям удается привлечь внимание Аяси и разбудить Прота. Покончив с парой охранников, входит в комнату, где содержался Имо, только для того, чтобы благодаря Ясе узнать, что он был перенесен в святилище в глубине здания, где его не было. Они смогут его найти. Узнав об этом, мальчики решают отправиться на его поиски, но их загоняют в угол капитан корабля и несколько охранников, которые вместе угрожают ему убить их, если они явно не откажутся от своих намерений. Однако Танари и компания наотрез отказываются оставлять Проту в покое, поэтому женщина решает дать ему 10 секунд, чтобы решить, хотят ли они сдаться или нет. Чего она никак не ожидала, так это того, что Прота появится позади нее как раз в тот момент, когда она заканчивала рассказывать, угрожая ей обнаженным мечом с его шеи, показывая, что то, что забрали охранники, было ничем иным, как пустым безжизненным телом, поскольку он превратился в крота. Поэтому, продолжая использовать свое выгодное положение, Ино предлагает Джейсу уйти с ними и подчиниться им при условии, что они оставят своих друзей в живых и уйдут отсюда с миром, что, очевидно, все они принимают. Ниже мы видим, как капитан корабля объявляет населению, что Танари покинет остров, и у нее есть право выбирать, кто отправится с ней. Поэтому она сразу упоминает своих друзей, и они огорчаются. После этого он приказывает обращаться со всеми детьми младше 7 лет, что явно приводит жителей деревни в ярость.
Однако это добавляет, что дети должны иметь возможность выбирать свою судьбу самостоятельно. Затем мы можем наблюдать, как Танари приближается к Нандо, который пытается убедить своего младшего брата уйти. Увидев это, говорит ему, что ему тоже разрешено подняться наверх, добавляя, что он выполнит обещание, данное ему, что делает этого человека очень счастливым. После этого мы можем наблюдать, как пассажиры собираются на пристани, ожидая посадки, пока он сойдет с трапа, как вдруг Аяси и его охранники передают их всех, заявляя, что они скоро отправят их на борт. Увидев это, Прата приходит в ярость и угрожает покончить с ней, и они доходят до того, что причиняют боль ее друзьям, но в этот момент Аяси явно уступает и ему. Впоследствии мы можем наблюдать, как гимн уносят охранники и бросают в колодец. С другой стороны, мы видим, как Танари просыпается в камере на корабле, в то время как остальные ее друзья все еще без сознания, когда внезапно ее босс подходит, чтобы освободить ее. Удивленная, увидев успокоительное, которого у нее не было, это так сильно подействовало на девушку, что затем, ни секунды не колеблясь, Танари просит мужчину помочь ей сбежать с корабля, поскольку она полна решимости спасти Прата. Ниже мы увидим, как ее босс помогает ей, чтобы она могла сбежать на одной из аварийных лодок. И несмотря на то, что их видят некоторые охранники, им удается выполнить свою миссию благодаря помощи капитана и совы Танари, которые отвечают за устранение приспешников Де Аяси. После этого девушка снова убегает пешком на остров, попросив Нандо присмотреть за детьми. Через некоторое время мы видим, как Танари прибывает на остров и поднимается к месту, где у них так закрыт профессионал, где он разрабатывает план общения с ним, отправляя сообщение в перчатке, привязанной к веревке, в котором он приказывает ему превратиться в крота и войдите в него, чтобы она могла потянуть за веревку и вытащить его. Однако, пока его план выполняется, Имо появляется позади него, удивленный, увидев ее там и узнав, что девушка пришла спасти его. После этого Прата показывает, что внутренние стены того места, где его держали взаперти, были до смешного хрупкими, так что он смог очень легко выбраться, копая. Позже, после разговора с Танари, он уходит по пути к лодке. По прибытии они понимают, что надвигается шторм, поэтому они решают остаться на берегу и дождаться лучшего момента. Позже мы можем увидеть, как они разбивают лагерь в пещере, где они отдыхают и немного беседуют о Создателе, который после анализа этого они определяют, что этот человек больше похож на Бога, чем на Бога. Он ведет себя как демон, поэтому мы можем послушать Танара и сравнить его с его отцом, показывая, что на самом деле он был виновен в убийстве его матери. Но она пыталась поверить в обратное, когда явно была маленькой. Однако после того, как она стала свидетелем того, как ей нравились смерти в Колизее, она наконец поняла правду, дойдя до того, что почувствовала, что вся ненависть, которую она впитала, живя на острове, явно изменила ее как личность. Так что она задалась вопросом, действительно ли она сможет жить дальше вон из нее. Услышав ее слова, Прата пытается ее утешить, комментируя, что на самом деле не имеет значения, каковы ее родители, поскольку они оба могут делать все, что захотят, и отличаться от них. После этого они оба проводят ночь, отдыхая. На следующий день мы видим, как охранники замечают, что Прата сбежал, и как раз в тот момент, когда они собирались сообщить Ясе, прибежал еще один из них, чтобы ясно предупредить их о том, что город подвергается нападению. С другой стороны, когда Прата и Танари собираются отплыть, Создатель сообщает ему, что явно появились молоточки, поэтому он решает отложить свой побег, чтобы помочь горожанам, что приводит в ярость его подругу, которая предъявляет ему претензии за его решение, комментируя, что он не был готов к побегу. Большинство жителей заслуживают смерти. Однако, несмотря на то, что это правда, Имо игнорирует то, что говорит, и направляется в город. Ниже мы увидим, как стукачи захватили человеческие тела, оставленные на острове, превратив их всех в зомбированных существ, которые атакуют все на своем пути. По прибытии мы видим, как гимн пытается помочь выжившим сразиться с стукачами, которых не так сложно победить, правда, но из-за их человеческого облика Протону очень неудобно нападать на них. Затем мы видим, как им удается победить одного из них, ядро которого вылетает из его тела после нокаута, которого добивает Танари, который появляется и комментирует, что не собирается уходить без Прота. Однако, когда он говорит, он не замечает, что за его спиной стоит враг. К счастью, девочку спасают ее товарищи, которые прибывают как раз вовремя, чтобы прикончить монстра. Впоследствии группа воссоединяется с Эль Протой,
который благодарит их за помощь и указывает, как убить этих стукачей. Затем группа берет на себя задачу яростно сражаться с зомби, уничтожая их большое количество, но из-за того, что врагов слишком много, их усилий недостаточно, поэтому они не могут победить зомби. Они решают отправиться к истоку Орды, к братской могиле. Неожиданно на пути к своей цели Опа, самая маленькая в группе, падает на землю и становится одержимой одним из стукачей, который берет под контроль ее тело. А затем использует копье, чтобы принять Мия, который подошел с намерением помочь ей. Этот факт повергает всех присутствующих в ужас, поэтому Прота приказывает им бежать, а затем, попросив Создателя указать ему безопасное место, берет Мия на руки и убегает с остальными, будучи пораженным молотком в процессе и теряя самообладание снова. Позже мы увидим, как мальчики отчаянно ищут способ спасти свою подругу, однако, к сожалению, ни они, ни Прота ничего не могут с этим поделать. Поэтому они полностью против меча и стены. Именно в этот момент внезапно нежелание в теле Упы явно приближается к ним, поэтому Прота трансформируется в Парону и набрасывается на него, чтобы уничтожить в этот момент. Но из-за своего внешнего вида он не может причинить ему вреда, что приводит к тому, что его руки начинают сжиматься в кулаки и он падает. Враги украдут у вас еще одну трансформацию. Увидев это, группа снова пытается убежать, в то время как Прота падает на землю, превратившись в Марча. Но они замечают, что тело Мии удерживает другой колотун, поэтому Урой, здоровяк из группы, приказывает своим товарищам продолжить миссию и отправиться в гнездо от монстров, добавив, что он позаботится обо всем этом. Затем, несмотря на то, что Тонари отказывается покидать его, ее партнер Сандо заставляет ее двигаться. После чего мы видим, как Грой, смирившись со смертью, решает отрезать себе руку, поскольку она была зомбирована, и бежит к Проте, приказывая ей превратиться во что-то маленькое, что Има явно подчиняется ему. Затем мальчик берет Прота, превращенного в крота, и бросает его на полной скорости в небо, где его ловит сова Тонари. После этого мы видим, как бедный Урой воссоединяется со своей подругой в загробной жизни после того, как им овладевают колотушки. Позже мы увидим, как Яси уничтожает одного из зомби, а затем сообщает семье, что они в безопасности, и приказывает отвезти их в безопасное место – убежище. Затем мы видим кучу колотушек и Аяся, наблюдающих за ними с высоты, как вдруг к ее руке прилипает колотушка и начинает входить в нее. Но она успокаивающе говорит ему, что он должен быть умнее, особенно если он тоже находится в Има, так что колотушка выскакивает, держи ее за руку, и она уйдет. В этот момент там удается увидеть Тонари и Санделя, которые бегут среди молотобойцев и защищают себя стрелами, и он решает метнуть тонарийский клинок в Макну. Но как только копье Има достигает медвежьей формы и сокрушает ее, чтобы она не сделала этого, Аяся рада его видеть и бросает ему вызов убить ее, поскольку она явно уверена, что не сделает этого. И он говорит ей, что если она не убьет ее, ее друзья умрут, и как раз в этот момент девочка падает. Его друг говорит ему пригнуться, чтобы атаковать колотушек, но он понимает, что у него закончились стрелы. Как раз в тот момент, когда стукачи явно собираются их настигнуть, их поглотила вспышка, и это был Иду в форме Гугу, который явно выпустил пламя, чтобы спасти их. Этот говорит им оставаться позади него и продолжает сжигать остальных стукачей. Сразу после того, как ему это удается, прибывает Создатель и сообщает ему, что на самом деле на острове осталось 3 стукача. Когда Тонари спрашивает ему об остальных его друзьях, они показывают нам, что это 3 оставшихся стукача. Мальчики начинают безутешно плакать. Эйма начинает извиняться за то, что не смогла предотвратить эту ситуацию, но Тонари говорит ему, что это она виновата, и думает, что виновата только она. Она сделала плохой выбор в своей жизни. Сандо говорит ему, что это не его вина, и что никто не хотел, чтобы это произошло. Заводчик говорит Проте, что когда подойдут колотушки, они собираются напасть на них снизу, поэтому Прота предупреждает мальчиков, чтобы они держались от него подальше. Все задаются вопросом, что им следует делать, но когда Тонари собирается решить, что она будет делать, ее ловят там, как и ее друга. Женщина спрашивает Прота, хочет ли он, чтобы она заметила это за него, а затем просит позволить ей сделать это, поскольку она хочет, чтобы ему сохраняйте свою чистоту. И она говорит ему, что он бесполезен, но что она поддерживает его и сделает всю грязную работу, чтобы защитить его. Этот просит ее отпустить свою подругу, а затем выслушать ее, но она отказывается и говорит ему, что они явно ведут переговоры. Она говорит ему, что если он отвергнет ее, его друзья умрут. Затем она предлагает ему убить 3 стукачей в обмен на жизни ее друзей. Тари уже проснулась и говорит Проту, чтобы он не мотал головой, чтобы затем вытащить Яси и взять ее с собой в огонь. Но как раз перед тем, как они упадут, ему удается вытащить ее оттуда, и Яси сдается. Девушка собирается убить стукачей,
но Прота забирает у нее меч, чтобы сделать то же самое. Оказавшись в безопасности, мальчики обнаруживают, что им очень грустно вспоминать о том, что их друзья сделали для них. В этот момент прибывают жители деревни и начинают плакать из-за того, что случилось с мальчиками, и из-за бессилия, что они ничего не могли сделать. А затем они спрашивают Эмо, есть ли у него что сказать всем людям в качестве своего начальника, и он отказывается, так как думает, что все это было их вина. Поэтому они просят Танари сказать несколько слов как их начальница. Это говорит, что вы должны помогать друг другу, чтобы противостоять злу. Позже мальчики спрашивают Эмо, что он будет делать. Он говорит, что если вы останетесь, придут Мэн на Керс, и что он явно пойдет восполнять то, чего не хватает. Этот спрашивает то же самое у них, и они отвечают ему, что они явно решили остаться. Прота спрашивает их, в безопасности ли они, и они говорят «да», а девочки признаются, что хотят построить остров, который был бы лучшим местом. Трое мальчиков начинают помогать всем на острове, и через некоторое время мальчики идут попрощаться с Эмо, который садится на лодку. Плот с Аей привязывают и начинают грести. Мальчики прощаются, и девочка просит сову пойти с ним, так как снаружи она будет свободнее, чем явно на острове. Оказавшись посреди моря, там просыпается перед внимательным человеком, который спрашивает его, чего он хочет. Она отвечает ему, что просто хочет быть с ним. Эль Прота расстраивается из-за того, что не было необходимости убивать, но она оправдывается, говоря, что это только те люди, потому что она хотела оттолкнуть его от себя. На него намекают, а затем просят его побить, и таким образом они становятся единым целым. Но мальчик просто смотрит на нее с отвращением. Прота создает еще один плот и садится на него, а затем ее просят не уходить, и она говорит ему, что она ему явно нужна. Он говорит ей, что она бесцельно гребет, и они находятся в глуши, добавляя, что если она хочет сбежать, ей придется сделать это самой, и советует ей, чтобы она не уходила. Никогда больше не подходи к нему. В заключение он говорит ей, что ненавидит ее, и что его смерть ему безразлична, на что она отвечает, что знает это. Мы тут же видим, как на плот АСЭ забирается какой-то болван и нападает на нее. Затем создатель появляется рядом с Протой и спрашивает его, повеселился ли он, но он отвечает, что не знает, и пусть он лучше скажет ему, как добраться до берега. Этот говорит ему, что сова говорит, что проведет его. Прота следует за ним, пока они думают так же, как когда он прибыл на остров. Он терпеть не мог там находиться, но теперь он даже скучает по ней. Мы видим, как мальчик прибывает в порт и идет вглубь деревни. Вечером нам показывают, как Пиаран немного перекусывает в ресторане, в то время как мужчина спрашивает ее, когда придет его друг, но она говорит ему, что не знает. И мы можем видеть, как Прота в его волчьем обличии наблюдает из окна дверь. Ему очень грустно, и он признается, что думает, что он явно никого не может сделать счастливым, так как его всегда привлекают вещи, которые причиняют ему боль. Поэтому они решают провести там ночь, чтобы уйти утром на лодке. Но прежде чем он сможет заснуть, он задается вопросом, сколько денег он зарабатывает, это остается за пожилой женщиной. И сможет ли она выжить таким образом, но когда она возвращается, она видит, что мужчина явно помогает ей и приходит к выводу, что с ней все будет в порядке даже без него. Поэтому она кладет немного еды рядом с собой, пока спит, и уходит. Оказавшись на корабле в форме животного, он думает, что она останется ждать его вечно, поэтому он решает написать ей, чтобы сообщить, что она не должна его ждать. Когда он идет за бумагой и карандашом, чтобы он мог написать ему, он понимает, что у него ее нет. Поэтому он просит ее написать ему, но она отказывается. Одолжи парня, он напишет ей письмо и положит его рядом с ней. Вернувшись на корабль, мальчик теперь обнаруживает, что беспокоится, что женщине может стать холодно, и вспоминает, что она всегда хотела пальто. Тогда он идет за пальто, чтобы взять его с собой, но к тому времени, когда он собирается оставить его, он понимает, что ее там больше нет, и поэтому он просит ее надеть его. Затем она начинает идти по его следу в своей волчьей форме, и когда она добирается до нее, она обнаруживает, что мужчина преследует ее. И когда он собирается помочь ей, она сопротивляется, ударив парня своей дубинкой, оставив парня на земле и уйдя со своим ослом. Увидев это, парень заявляет, что ей будет очень хорошо без него, однако есть одна деталь, которая его беспокоит, а именно то, что она ни разу не видела его улыбки. Создатель появляется рядом с мальчиком и спрашивает его, что он делает, поскольку он просто ходит туда-сюда. Имма спрашивает его, не является ли он злым существом, как сказал Танари, но он отвечает, что это больше не имеет значения, и добавляет, что хочет быть с Пиараном. Он пытается отказаться, но создатель тут же говорит ему, что если он останется с ней, он может убить ее молотком, но если он останется с ней, она умрет. Он все равно умрет. Мальчик говорит ей, что она не умрет, на что создатель отвечает, что все люди в какой-то момент умирают, и объясняет ей, как устроены жизнь и смерть. Но Прота не знает, что делать в этот момент. Мальчик говорит, что ему одиноко, и становится на колени на берегу реки, чтобы увидеть свое отражение, когда он превращается в одного из своих друзей на острове. Сетуя на то, что виноват в их смерти, оставаясь в образе Мии, создавая пальто для Пиарана и явно оставляя его на произвол судьбы. Ваша сторона, но когда вы собираетесь уходить, этот вопрос. Кто
Кто там? Имма пугается, поэтому он натягивает свитер, чтобы прикрыться, и пытается убежать, но женщина хватает его за руку и зовет по имени. Он пытается убедить ее, что это не он и что она просто девушка, но когда она обнимает его, он расплакался. Из этого мы видим, как создатель рассказывает нам о том, как впоследствии жили персонажи. Он говорит нам, что старушке 90 лет, и она очень искусно ловит рыбу, в то время как мальчику 14 лет, и кажется, что она становится все умнее и умнее. Эль Прата рассказывает нам, что он и Пиаран установили правила, позволяющие им жить вместе в большей безопасности. Это 3. Первое, когда подойдут стукачи. Они убегут, так как ссориться опасно. Второе правило заключается в том, что они не могут превращаться ни в какое животное, поскольку они плохо его знают, чтобы они могли быстрее реагировать на стук. И третье правило заключается в том, что он засыпает позже и встает раньше женщины. Он также считает, что старается замечать все важное, чтобы не забыть. Мы видим, как мальчик и старушка разговаривают, явно чистя картошку, когда он спрашивает ее, есть ли у нее какие-нибудь мечты. Желание, на что она отвечает, что хотела бы снова стать молодой. Он говорит ей, что это трудновыполнимое желание, но она отвечает ему, что несмотря ни на что, у нее была очень насыщенная жизнь, на что он отвечает, что хотел бы когда-нибудь сказать это. Мы снова слышим голос Создателя, который говорит нам, что пожилая женщина начала претерпевать изменения. Мы видим, как она забывает обо всем и начинает плохо относиться к мальчику. Однако Прата продолжает молча заботиться о ней и не слушает Создателя, когда он объясняет ей, что происходит. Создатель рассказывает нам, что в свою очередь Прата тоже претерпевал некоторые изменения, по какой-то причине у него стало радостное лицо. На что божество объясняет, что вероятно связано с тем, что это ее способ справиться с потерей, которую она явно переживает. Однажды во время просветления пожилая женщина говорит Имма, что рада, что встретила его, и после этого отправляет его заняться чем-нибудь немного подальше от того места, где она находится. Когда она остается одна, она обращается к Создателю, говоря, что он может забрать ее в этот момент и позаботиться о том, чтобы когда она возродится, она могла бы принести пользу мальчику. Мужчина объясняет ей, что когда она изменит свое тело, изменится и ее сущность, и спрашивает, уверена ли она, что это то, чего она хочет, и она отвечает утвердительно. Тогда мужчина говорит ей закрыть глаза и подумать о том, кем она хочет быть, и он будет искать ее прямо перед тем, как она явно попадет в рай. По прибытии туда, где находится пожилая женщина, мальчик парализован и начинает безутешно плакать, понимая, что ее больше нет в живых. Позже мальчик задается вопросом, кем он должен быть сейчас, и решает написать, чтобы его не забыли в тот день и явно не забыли Пиарана. Но когда он явно собирается начать писать, он понимает, что на бумаге было что-то написано, в котором говорилось, чтобы он осуществил свою мечту и поступил так, как он хочет. Как пожелаете. После этого мальчик закапывает тело и уходит, поблагодарив Пиарана за все. А затем Создатель признается, что провел время, когда ему нечего было рассказать Имма. Так прошли годы, пока через пару десятилетий мы не увидим, каково это быть взрослым Иммо, смеющимся после того, как покончил с колотушкой. И на этом аниме заканчивается. И если ты дошел до этой части видео, прокомментируй секретное слово «это будет волк», потому что так я отдам тебе свое сердце, так как ты один из немногих, кто дошел до этой части видео. А также не забудь оставить свой лайк, нажать кнопку подписки и активировать маленький колокольчик, что очень важно. С учетом сказанного, помните, что вы можете прокомментировать мне, что аниме они хотят, чтобы вы подвели итоги для следующего видео, так как я всегда их всех читаю. И просто скажите им, что Пинья Кола Асет прощается.